что, ребята, добрый день. Шикарная погода, ребята, 9 градусов. Ну все, листва, ребят, почти отпала уже. Такой жесткий листопад идет уже каждый день. В общем, ребят, небольшая экспедиция нарисовалась. В каком-то из видео я говорил, что приедет Серега. Серега живет, ребята, в Кировской области. Это совсем не республика, это 400 километров от нас. Лично от меня, я имею в виду. В общем, Серега отзвонился, уже где-то выехал. Часиков 5 и будет у меня, ребята. Час дня, совсем рано еще. И, ребята, небольшие сборы, так как едем в тайгу, едем прям плотно, ребят, на дня 4-5, наверное, я думаю. Рыбалка по налиму. Нахожусь у мамы. Так как многие знают, ребята, вся экспедиция и весь шмурдяк мой находится именно здесь. Здесь, ребята, мое все, здесь мое детство. Здесь моя рыбалка и все остальное. Здесь все у меня, ребят, находится по рыбалке. В общем, жду Серегу, ребят, и сам потихоньку собираюсь. Затопил баньку гостю. Приедет Серега с дороги, помоется. Тут уже общие, ребят, сборы. А завтра утром, ребят, рвем в тайгу. Маломайска собираюсь. Поход будет мощный, длинный. И, в общем, надо ничего не забыть, ребята. Готовлю бензины. Всяко разное, ребят. Рыбалка, ребят, будет промысловая, так как хочу попробовать рыбалку вот именно осенью на продольник, на перетяге. Многим это будет интересно. Снасти будут такие злые, жесткие. И возьмем, наверное, пару сеточек мы. Там есть озерко. Поставим на живца, во-первых, и, может быть, так на пропитание вообще, в общем, когда будем находиться в тайге. Все, ребят, готово у меня, все по плану. Вот, единственное, сейчас что подостаю, то, что надо будет. С вечером уже съездим в магазин с Серегой, купим продуктов. Ну, что-то с дому, конечно, так как золотая осень, ребята. Огороды все убраны, есть продукты, я имею в виду морковка, картошка своя, все, лучок все свой. Ну, в общем, чтобы находиться, рыбачить, и все красиво мы там будем делать, я думаю, будет все у нас четко, погода позволит, и будет хорошая рыбалка, ну и, в общем, хорошие отношения. Серега приезжал, ребята, мне весной пожалиться, мы рыбачили. Приезжал осенью с другом, сегодня едет он один. Везет новый комплект, ребята, лодку новую, короче, покупал тоже за зиму. Короче, привезет кое-что там интересного, будем потом смотреть. В общем, ребят, сборы. Собираемся так прям не в попыхах, а вот именно так мощно, оптимально, чтобы все было четко. Так, погнали. Так. Ну, в общем, ребята, здесь сверковочка, морковочка, кабачок. Такие продукты нам понадобятся. В любом случае, это уха, возможно, какие-то блюда, потому что, ну, надо будет готовить, кушать. И относительно все есть свое. Свекловку, наверное, брать не будем. Свекла тоже уродилась, ребята, вот такие монстры. А кабачочек вот возьмем. Начинает, ребята, уже вот, смотрю, заморозочек. Кабачок возьмем. Так, картофанчик, ребята. Картофанчик свой тоже. Все шикарно. Хорошая картошка тоже в этом году. Это радует, когда урожай хороший. Картошки возьмем много, так как картошка второй хлеб. И пожарить, и уху сделать, и пюре, что угодно. Беру картохи побольше. В принципе, ребят, сборы в тайгу всегда остаются за кадром. Но это такой немалый элемент вообще в рыбалке, потому что, я говорю, вот сейчас ездил, крайняя рыбалка, забыл просто ножик. Были волки, а ты сидишь и думаешь, а если у тебя сбоку он выбежит? Вот как-то так. Дома еще лучок. Ничего не забываем, ребята. Так, ну самое основное это здесь.
Это после последних рыбалок, ребята, все сохло, а потом вот так до скорячок все грузится. Сейчас будем доставать, что нужно будет нам. Идем на двух лодках, на двух моторах. В общем, бак у меня заправлен, лодочный, 25 литров. И вот еще десятка на НЗшку. Потому что будем много плавать. Лагерь у нас будет стоять конкретно в одном месте. Продольники, перетяги будут расставлены, ну, в зависимости, километра ниже или там 3 выше. Бензин нам нужен будет. В общем, я думаю, 35 мне в поездку должно хватить. Расстояние небольшое, но в целом, я думаю, хватит. Серега также везет бензин, мотор, мерочный стакан, ребята. 10 литров на 200 грамм масла. Маслом пользуюсь недорогим, но и хорошим, в принципе. Вот такое масло. Едем надолго, ребят. В общем, беру резервное освещение от аккумулятора, от кемпинга. 5 лампочек. Правда, из них уже остались одна. Надо купить, ребята. Проверяю, все ли в порядке. Все в порядке. Аккумулятор не разряжен. В общем, точно, братцы, все в порядке. Ну и беру 5-литровый газ-баллон, чтобы на баллончиках не сидеть. Установим уже кухню конкретно. И здесь будет у нас уже все в порядке. Отлично. Так, ребят, так я сказал, что будем ставить сети. На сети у нас рыбалка разрешена. Ну и, в общем, на живца, на пропитание на озере кинем пару сеток. Вот сейчас на днях специально их развесил, перебрал. Сейчас вот смотаю их по уму. Рыбалка на сети — это своеобразная движуха, но она лично мне не нравится. Едем за налимом, но воспользуемся этими моментами. Так что сейчас смотаю по уму. Как говорится, как смотаешь, так и поставишь. Тем более Китай. Банька, банька, банька. Это хорошо, ребята. О, Серега приедет. Напаримся. Ну все, ребят, в общем, подсобрался, не знаю, как бы относительно вещи вынес. Ну, потом занесу в беседку их на ночь. А так, в принципе, все собрал, ребята. Все, что нужно. Снасти, все рюкзаки, взял палатку 4х4, ребята, алтаешку. Печку, спальные вещи, пилу, бензин, бензин-пиле, продольничек, газ, кухня. Там продукты, ну еще сумка, холодильник дома, там зарядки, фонари, пару-банки. Ну и в общем, Серега приедет, уже вместе раскидаем, что почем. И уже, ну чтоб лишнее не тащить, там 2 топора, допустим, зачем это, да? Короче, так посмотрю. Все, Серега звонил час назад. Короче, топчет он до меня. Ну я пока топлю баньку. Ждем Серегу. Так, ребята, ну, небольшой запас продуктов. Колбаса, там пряники, мясо, макароны, такое, показывают, холодно, хлеб обязательно, ну какие-то соленья мамкины обязательно беру. Мамка вот у меня закатывает, пожалуйста, ребята, борщ, борщевая заправка, такая заправочка, ну допустим на щи какой-нибудь, и корочка мамка делает, молодец у меня Алена Сергеевна. Вот это в тайгу, в принципе, пока уберу сюда. Вот.
Сумка-холодильник здесь у меня. Ну, вот здесь тоже соленье у мамки везде. Вот ездил в город сейчас, ребята. Пришла печь. Но это чуть попозже. Потом все покажу. Ой, братцы. Бани в Учи нету ничего. Никаких бассейнов, саун вообще. Своя банька тем более. Третий заход, ребята. Все парит. Решил, короче, без Сереги занырнуть. Попариться. Завтра тяжелый день. Так что нормально. Ай, шикарно. После баньки, ребят, как заново родился вообще. Я вот в деревне, ребята, в тайге, вот и на крайнем севере баня это необходимая ситуация, это кажется. Вот после рыбалочки, ребята, после вот зимней рыбалки промерзнешь или попадешь в непогоду, когда возвращаешься. После баньки все решается, ребята. Организм восстанавливается вообще напрочь. Шикарно. Пушка. Серега. Андрюха! Здорово. Здорово! Добрался? Добрался. Молодец. Слушай, ну по времени я тебя еще не ожидал. Если бы у меня, блядь, не закончился тосол в бачке что-то расширительным, Ну привет. то я бы еще бы и раньше бы приехал. Стою на дороге, еду, смотрю, у меня температура до 130. Что такое? Остановился, все. Ага. Смотрю, в расшириловке пусто. Понял. Ладно, вашего брата Камятского остановил. Ага, что, тосол есть? Он, нет, я говорю, блин, воды бы хоть где-то что-то. Ага. Съездили на километров за 10. Купили, короче, да? Вдоль дороги лужа какая-то. Он говорит, там, говорит, обычно дальнобойщики воду тоже, ну, где-то подлил. Приехали туда, воды это, зачерпнул, залился, нахуй доехал. Нормально. Короче, А, ребята, Серега приехал. Пашка с Кирова передал подгон. Ему подписчик. Смотрите, ребят, сколько свинца. Березовый сок. 75 градусов. Специи. Короче, Серега довез, да? Рыбацкий напиток, бля. Пашка, короче, все получил, брат. Спасибо огромное. Смотрите, сколько свинца, ребята. Здесь мы наплавим столько грузил, блин, вообще жесть. Да такие плямочки, они вообще пойдут на бредень, на невод. Может дырочку просто делать и все. И в целом вот такие штуки. Вообще огонь. Спасибо, спасибо, Паха. Все довезли, все нормально, все четко дома. Серега добрался. Быстро, ребята, добрался. Еще, говорит, проблемы со словом были. Ну, в общем, все. В деревне. Пойдет сейчас в баню. Ужинать и готовиться. Все, ребята, Серегу встретил. Приятно, где ты, Серега? Встречаем налимом жареным, окунем. Тебе тоже приятно. Шубца, ребят, ну немного 100 грамм, конечно. Выпьем за приезд. Время уже вечереет. Ну, в целом, сейчас покушаем, отдохнем. И ранним утром соберемся, поедем. Так что все. Сейчас перекус небольшой. Ну, в общем, обговорим планы все. Что да куда. И, в общем, как-то так. Все. Обедаем, ужинаем, полничаем. Короче, все на связи. Молодец. Давай, за рыбалку. Рыбалку получится у нас. Чуть четко. Понял? Будем.
Так, друзья, доброе утро, 7 утра. Все, ребята, мы уже на сборах. Вчера отлично поужинали, пораньше легли спать. В 6 утра подъем, потихоньку собрались. Ну, имею в виду домашнее. Позавтракали, ребята, и все. Идет погрузка полным ходом. Заезд будет у нас в 2 этапа. У Сереги вот машина полная. Сейчас едем на реку, выгружаем ионные вещи. Я пока там нахожусь. Ну, буду качать лодку, там ионную, новую, кстати. А он приедет сюда ко мне и загрузит мои вещи и приедет. В общем, как-то так, потому что места не хватает. И уже будет подъем, ребят, на 2 лодках. Будем биться с жесткими перекатами. Короче, как-то так, ребята. Ну все, сборы. Вчера вечером была замечательная погода. А сегодня утром, ребята, уже пасмурно. Идет дождь. 2 градуса тепла всего лишь. Такая погодка. О, прилетели воробушки. Кушают черноплодку. Вот это поделок. Снимаю отлично. Все, ребята, мы на реке. Первая ходка у нас. Серегу сейчас будем выгружать. Печальные новости, ребята, вода еще упала. Перекаты просто будут страшные. Страшные будут перекаты. Будем карабкаться, бодаться. В общем, ну, кто сказал, что будет хорошо, легко. Пальник. Жилет, да? Новый? Да. Новый жилет. Новый. Все. Серега вообще весь в навье сегодня. Серега весь в навье. Новая лодочка, ребят. Серега будет первый выход на лодке у меня на родине. Серега Да. будет бороздить сысову. А, ладно, я уже допру. Так бери вон ручку. Ложи. Пошли гусаки. Низко идут. Ну что, ремкомплект, как у меня. Клей. Только у меня чехол синий получается. Ну и насос. Насос такой же, как у меня, 7 литров. 7-литровый, да. 7-литровый. Да не, пускай на сумке. О, блин, насосом скачивают, видишь? Я тоже с насосом уже скачу. Сейчас выпрямится Серега. Сейчас будем качать. Увы, ребята, девочка. Новая Феррари. Серега купил 350-я. Флагман тоже. Но я, ребята, буду продавать свою иголочку. И присмотрел себе 420-ю. Буду брать в декабре, наверное. Вот, Серега, она у тебя тут и будет. Нормально, как раз. О, Ну, я думаю, достаточно. 3 тонника хватит для 500 килограммов. Все. Серега, крейсер на воду. Да. Первый выход. Бутылку авор, блядь. Не, бутылку мы лучше вовнутрь. Бутылочку мы лучше вовнутрь. Ну что, Серега, давай. Все, загрузили. сразу. Сейчас тяжелый подъем. Ага. 10 часов, блин, охренеть. А поднимемся нормально, что? Давай, будем. Все, ребята, греемся.
Все, ребята, сейчас трос, который натянули, надо пройти в аккурат. И в целом хода. Так, все, отлично. Все, стартуем. Наконец-то. Сейчас впереди тяжелый подъем. Я загружен капитально. Серега полегче немножко. Ну, Серега новая лодка, пускай привыкает. Но погнали. Наша коса будет на сегодняшнюю рыбалку. Здесь у нас будет лагерь и все. Здесь я буду ставить доночки, а чуть ниже будем ставить перетяжки. Продольником потом порешаем. Посмотрим. Ну вот, Серега, добрались. Тут-то махом. Ну что, ребята, все, мы дома. Сколько я здесь тоже ночевок в прошлом году, ребят, перезимовал. Но в этом году еще здесь не был, оставил на десерт. В этом году вот такой пупок здесь. Просто тупо пару 20-тонников вывалили как будто. В общем, большой склон. Охренеть, как намыло песок. С каждым годом все, ребят, меняется. Ну, в общем, здесь буду доночки раскидывать. Но вот чуть ниже будем перекрываться. Тут выходил лось, ребят, смотрите, свежие следы. Лось с лосенком. Да, вот есть крупные попили. Вот лосенок прыгает, играется. Вот они, заразы. Вот лосенок, а вот лосиха. Крупный след. Выходили с отсюда. Смотрите, ребят, как красиво. Сколько листвы. Охрененно. Такие березы здоровые. Ух.
Круто. Нашел место. Палатку поставим вот здесь. И смотрите, какие пейзажи у нас будут, ребята. Баба! Просто красота. Вот здесь будем жить. Вот тут поставим. Я думаю, классно будет. Немножко шиповник. Все это подрубим. Уберем местину. И вот здесь забазируем. Ну что, серый? Вот здесь будем, короче, ставить палатку. Вот тут поставим дом. А здесь костровище. И так в целом всяко разно. Здесь, в принципе, обрубим, тропинку сделаем. Нормально. Все, ребята, разгрузка. Разгрузочка. Пошла. Разгрузочка. Оба. И руки выпали. Что, на полном-то газу шел? Нет? Не давал на полный. Не сравни баллоны у меня и у тебя. А? 47-й, наверное. Не знаю. Ты, Андрюш, ты не помнишь? Классик где-то скидывал. Все в мешке в этом картофельном. Все продукты туда положил. Ой. Так относительно. Ну ладно. Вон видишь тоже как. Покоцан, блядь. Этот мешок. Ну нормально. Нормально. Тут заживем. Сейчас потихоньку, помаленьку разбазируемся. Хлебушек, хлебушек. Еще что ли пакет? Да, 3 пакета. 3 пакета. Чтобы рассол не вытек. Угу. Ну, Сереги тут, смотрите, ребята. Терочки. Терочка. Лопатка, ножики. Картофель чистка, открывашка. Нифига. Короче, такой кейсик сделал кухонный, да? Всякое разное. Угу. Отлично. Фу, ребята, красота вообще. Сегодня солнце, блин, утром встали, дождь моросит, что-то в 6 утра встал, пока туда-сюда, блин, а тут смотрите, как разыгралась погодка. В общем, время-то уже 3-й час. Что-то проголодались, что-то нарезку сделали, что-то с Серегой решили немножко пожарить, что-нибудь перекусить горячего и уже начнем дела делать. А то сейчас начнем замаемся, пока заплывем в озеро, сеток пару. Да. Пока дрова перетащить надо. Я говорю, с дровами беда, ребята. Да. Ребята, пожарим мы, наверное, наггетсы. Они у нас растаяли. И чтоб вообще им хана не пришла, наверное, мы их зажарим. Угу. Горячего-то надо тоже. Точно. Виталич, здесь все серьезно, блин. Специально же. О! Слышишь? О!
Так и должно быть. Смотри, сразу по 2, понял. Да хоть по 4. Вот это красота, я понимаю. Готовишь как дома. О, налетай на горячее. А я вторую партию буду ставить. Маленько это подтечет. Насвечета. Так, ребята, Да. смотрите, Андрюха что привез. Серега что привез? Андрюха. Ой, Андрюха. Андрюха, да. Серега. Медовая пиццовка. Биз. Это что? Серега говорит, тема, говорит, прям вообще лютая. Огонь. Огонь, да? Куда улетела, бля? Ладно, давай попробуем твою штуку. Как слеза, слышишь? Холодненькая. Ну, все, ребят, наггетсов пожарили. Ну, за прекрасную погоду и за хорошую рыбалку. За рыбалку-то еще как не знаю. Будет. За рыбалку еще не знаю. Будет. Давай. Ну как это? Одно дело в городе там или еще что-то, или дома в домашней обстановке разговоры. А когда вот в такой ситуации, ну, тут другая ситуация совсем вообще. Ну ты же как это со мной поехал, тоже меня. Ну все, братцы, перекусили. Пару сеточек. Не знаю, убрать, а то поди птицы нахуй все. Да, надо накрыть что-то. Птицы сидят. Мешком хотя бы. Берем пилу. По пути дров. Будем посмотреть, короче. Вот, ребята. Озерко небольшое. Попробуем тут посмотреть что-нибудь. По рыбке. Есть, что нет тут. Финочка, сеточка. Правда, что-то... немного перепутано. Ладно, сейчас разберемся. О, как она тут запуталась. Ага. Погнали, серый. Маленькое тут озерко. Поставим. Посмотрим. Все, ребята, дела сделали. 2 маленьких заливных озера поставили. Пару сеточек. Так, посмотрим, может на живца на завтра, да, а поесть. Все, поднимаемся на лагерь. Дрова, ребята, лежат. Попилим сейчас, загрузим в лодку. Вон, Серега, сюда давай на носик. Вот такая, ребят, здесь штуковина лежит. О, какая. Попилим сейчас ее. Че как? На чурки или на такие? Побольше? А там что, еще будешь переплюнуть, да? Ну нам на сегодня хватит, завтра уже приготовим. Ну что будешь там, как удобно. Понял? Давай, Серега, в аккурат. Поехали. Ну вот и дома, ребята, с дровишками.
Что, друзья, все на лагере. Дровишек завезли. Вот такая поленница у нас. Ну, я думаю, 3 чурбана. Под утро ляжем спать. Палатку протопить нам хватит. Короче, ребят, ну, я говорю, с этим подъемом ни хрена не успели. Долго поднимались. А продольники, перетяги, это, ребят, все-таки время. Это надо завозить шнур, завозить груз, потом расставляться, не знаю. В общем, я сегодня просто, ребят, поставлю донки, закидушки, порыбачим на червя. Ну и, в общем, а завтра уже будем заниматься делами. Дрова заготовили, сеточку поставили. Завтра попробуем минок копнуть, может живец попадется. Ладно, ставим палатку, уже темнеть начнет скоро. Костерочек и потом доночку. Вот это все дело. Тут площадку где-то вот эту возьмем. Так. Там полоски, наверное. А это-то можешь не держать. Так я расправляю здесь все чувство. Сейчас эти растягивать. Сумку убери. Я сейчас подумаю эти растягивать. Так. Растягивать. Не иначе под дождем было. Да. Сразу растягивать это. Сумки все растягивать, да? Сумку что, сюда же? Палатку? Да, потом сюда занеси. Теперь, ребята, домик поставили. Отлично. Сразу печерку. Ну, пока нам не нужен. Погода крутая. Солнышко. Вот как-то так, ребят. Ну все, ребят. Еще одно дело сделали. Ставили домину. Балдею от палатки, конечно, блин. Таких размеров, блин, прям как-то прикольно. Смотрите, ребят, какая красота на реке. Солнышко, закат. Берет вершинки, все такое желтое, золотое, круто вообще. Ну, в общем, что, дрова есть, ребята. Сейчас будем жечь костер потихоньку, начинать уже готовить ужин. Что-нибудь макарошек каких-нибудь сварим, наверное. Ну и начну доночки ставить. Будем расставляться полностью. Вот эту косу, ребят, поставлю. Здесь еще не был в этом сезоне, попробуем. Серега тут от волков начал. Ух, ребята, новенький. Шикарно просто косит. Просто шикарно. Новенький.
Так, ребят, ну что, я начал расстановку. 3 вот там сразу возле лагеря. 4-я, 5-я. И туда вниз уйду с закидушками. Здесь яма, здесь близко. Доночками. А закидушки можно там пошвырять подальше. В общем, темнеет уже, ребят. Ни хрена не успеваем. Ну да ладно. Опа. Огонь. Ох, ребята, смотрите, какая погодка разыгралась. Ё-моё. Просто бомба. Я еще вот Сереге говорю, блин, Серега, лишь бы, говорю, погода была. То с тобой поедем, говорю, будем в палатке сидеть. Погода дает, ребята. Круто. Блин, ребят, с каждой донкой все темнее и темнее. Оба! Вот так, говорит, клево. Вот так нормально. Взял фонарь, ребят, уже. Не видать уже нифига. Да, все, ребята. Дело к зиме. Дело к зимушке. Ну, еще как бы относительно рыбалим. В этом сезоне, наверное, попадаемся. Как и в прошлом году. До ледостава, до снега. Посмотрим. Ну, не знаю, сколько рыбалок. 5, ребята. Пока не могу найти налима. И, кстати, вот это одно из перспективных мест моих. Я вот его оставлял. Все хотел сюда, конечно, пораньше приехать, но что-то все думал другие места проверить, а это уже потом разведывать. Ну, вот с Серегой так получилось, что вот я здесь сегодня. Все. Последняя донка. Перехожу потом на закидушки. Полетели. Оба! Отлично. Что-то запуталось. Что-то тут запуталось. Что-то тут запуталось. Огонь. Ну, с закидушками, ребят, намного все побыстрее дело. Опа. Опа. Крокодильчики родные. Тут, конечно, все 3 секунды. Раз, быстренько. Опа, ребята. Поклевка, слышите? Рядышком, кстати. Какая-то поклевка. Может даже и налим. Уже. Ну все, ребята, берег окучил. Огоньки Нью-Йорка у меня включены. Будем посмотреть. Новая точка. Новое место, новые люди, новая атмосфера, ребята. В тайгу мы надолго, так что все не спешонько. Классно светится. Есть какой-то ориентир, да, ночью. Но вот еще когда есть поклевка, вот они еще бегают. Вот есть такие, вот надо вот такие именно. Ладно, иду к Сереге. Что там, как дела у него? Что-то звенело на донку вроде как. Не знаю. Подошел к лагерю, ребята, что-то доночка качает. Ну не звенело, да, Серега? Yeah. Может, ерши. Тут яма как раз, ребята. Вот здесь крупный налим тоже есть. Тут я уже ловил. Тут точно могу сказать. В общем, ребята, время зря Серега не терял. Зажарочку с тушеночкой сделал, да? Ага. Макарошки. Молодец. Красавчик. Вот, ребята, будем ужинать. Сегодня у нас макароны по-флотски. И вот такой напиточек, ребята, с перчиком.
Ядреная зараза. Проверю, не отходя от кассы. Что тут такое? Да, походу не крупный налимчик. Серега тут кушать готовит, а у него налимы клюют, блин. Не крупный налимчик, походу, Серега. А? Не крупный налимчик. Но первый, ребята. Первенький жаренок. Опа! Стоять, брат. Хе-хе-хе-хе. В принципе, не заглотил, можно отпустить. Не знаю, у нас в садке рыбка будет. Так что пускай поплавают. Не крупный, доходяга. Отпустим, Серега? Как хочешь. Или что? Как хочешь. Посмотрим, да? Нам еще жить тут много. Может и пожарить придется. А так, если что, отпустим. Поплавай, друг. Если что, отпустим тебя. Ну вот, ребята, налимчики вышли. В принципе, как раз накрыл полянку им вовремя, успел. Ну, сначала самим покушаем. О, красиво, ребята, красивая коса. Красивое место вообще. Место тут вообще бомбовское, конечно. Вот так мы расположились. Прожектор повесил. Серега там кашеварка, парка. Дровишек сейчас наколем и будет по красоте. Ребята, Серега опять приехал. Привез, ребят, смотрите. Всякого разного. Чесночная соль. Рыба для приправок к рыбе. Карри даже, блядь. Аджика. Смесь перцев. Шашлычная. Засолки грибов. Нифига себе. Вот это классно. Зеленая зелень сушеная. Паприка. Блин, круто. Спасибо, Серый. Пожалуйста. Юрьевна увидит, так начнет опять чудеса творить. Только подсыпает, короче, понял. Зира. Можжевельник, нифига себе. Тимьян, вот классная приправа. От души. Во. Положу в кухню. Будет на НЗ. Что еще тут у нас? Агрегатка, бля. Вот это Серега воздух. еще, ребят, привез кислород для живцов. Кстати, мы весной ездили, Серега брал, классная штука. Вот это работает все от Powerbank. От Порубанка, да? Да. Также можешь, если дома, включить эти зарядные для телефона-то. Ну, я понял. Все, Серый, вообще от души. Спасибо. Это, говоришь, течение создает, да? Пожалуйста. Да, А вот, это- вот этот воздух качает, вот этот. Ага, А второй черный вот течение создает. понял. Все, ништяк. Ну, давай, Давай. Серега, Давай. За рыбалку. за рыбалку. Горючая. Хорошо прогревал, да? Соли хватает. Огонь. Отлично. Если мало соли не хватает, соли добавить. Да не, нормально. Да, это его добавил соли-то. Чесночный. Сейчас, погоди. Можешь убрать.
хлеб за соль. Ем да свой, говорит, ты подальше стоит. Правда. Так освещают. Че, не видно? А, ну что, батарейка мощная. Нормально. Ребята, поклевочка. Сидим, Хоть тяжко сразу как туда дала, блядь. Сидим, кушаем. Давай, О. давай, подсекай, что. Сейчас. Налим. Бывает, что нифига. Я смотри, мимо, понял. Так, мимо. Да, мимо. Мимо, смотри. Ёпаньки. Дал? Бля, так дергала. Да, поклевка хорошая была. Поклевочка, ребята. Ну поспешили, хрен знает. Ну такая интенсивная. Подяжка тоже. Конкретная была. Может лечь, может кто, не знаю. Так, ну что, решили прогуляться. Вот эта доночка у нас сейчас позвенела, блин, ну что-то мимо. Ну, только, ребята, 6 часов, 7, только начинается все дело. Пройдем сейчас, перекинем, посмотрим. Что-то идет, что ли, мне? Так, это хуйня, блин. Маленький налимчик. Парнишка маленький. Я говорю, тут когда ставил, тут извинил. Опа, иди, дай, иди дозови. Иди дозови, иди. В другую сторону, брат. Иди дозови. Тык-тык-тык-тык. Пошел. Доночная рыба. Что-то прогулялись и возвращаемся. У нас поклевка на эту же, которую и клювала, кстати. Угу, есть. Есть. Налимяха. Мы его достали обратно, который клювал, подходил. Ну так гуляет, я тебе скажу. О, пойдет. Ага, смотри, какой песчаный, красивый. Опа! Тихо стоять, брат. Песчаный, местный, ребята. Местный воин. Запутал все тут. Зараз. Тихо, брат, тихо. Что-то как-то не жадно они берут. Ну, какой красивый, ребята. Какой красивый. Ямка работает. И тут что-то Серега, слышь, качает. Это. Возвращаемся, ребята. А тут хулиганы какие-то нарисовали, блин. Тут что-то возле лагеря. Что-то. И тут сидит. Кто сидит? Да, налимчик. Смотри, как ямка работает классно. О, блин, вводит там. Это уже, ребята, второй получается. И на ту поклевка была, и налимчик сейчас. Такой же. Иди сюда, брат. По красоте. Ну да. Этот жадненько хапнул. Чисто этот. По языку получил. Ну да, этот. Рецепта нет? У меня пальцы цеп. Настолько привык, что... Нет, я глубоко. Давай, братик. Иди к друзьям. Побеседуйте. Поэксайтесь. Что, ребята, неплохо. Две доночки прямо на тропиночку упали. Отлично. Ход налима там идет. Значит, все порадует. Возможно, бонусок какой-нибудь. Ну, так, в принципе, жаренки вылетает он. Неплохо. Где-то по Чайковскому. Сегодня, ребят, треножка. Серега взял такую классную вещицу. Удобно очень. Опа. И все, вся любовь. Вода из челки-то.
Видим, ребята, опять крайне закачалось. Да, точно так. Не звонит, не звонит, главное. Главное, не звонит. Ну, точно Серега попали на тропиночку. Ну да, похоже. Я, главное, фонарь врубил. Звонков-то не было. Так, хоп, посмотрел. Смотри, дергается. Ага. Тут качает, ну. Ага, Есть? ага. Большой, как бы, если что, так ты Не, говоришь, нет. А? Опять жареных. Ну, я подсачек не надо. Не-не-не, о, тут загулял что-то. Вот. Иди сюда, брат. Стоять. И заглотил, смотри. Один к одному херачит. Главное, блин, нифига не звенит. Вот надо смотреть. Я говорю, что Влад просто покачу это, не это. Ну, такие. Да я отнесу, что-то мараться будешь. Недалеко. Жаренки, ребята. Грамм 500 такие. Так, ребятки, что, пока спокойно. Вяжу поводочки новые. Надо заменить. Что, какая-то у тебя? 0,4. Ну, вот хрен знает, да? Вот смотри, вот у меня 0,3 толще, чем твоя 0,4, понял? Вот кому вот верить, блядь? Не знаю. Не будешь? Да я уже что? Не знаю. Ну, честно говоря, ну лимудок. По-моему, похеру, блядь, когда там леска на. Да я же тебе говорю, все говорят, тут ты ставишь основную леску 0,7, такие толстые поводки. Ребята, это для того, чтобы она не путалась. Чтобы донка не путалась. Ну. А дело-то не в этом. На 0,18 вон на фидер и какую рыбу достаешь. Это все нормально, просто относительно говорю, того, чтобы не путалось. Навязал, ребят, поводочков новеньких. Поменяю сейчас. Где-то переключенный уже, сильно уже. Стараюсь заменить, чтобы было все по красоте, так скажем. Очень, ребята, удобно петля в петлю работать. Вот именно. Достал быстренько. Хопочки. Поменял. Все. Не надо ничего выдумывать. Каких-то узлов придумывать там в темноте вязать. Проделал все. И забыл. Также время есть, связал новенький. Нормально. Заварили чай. Так, вышел прогуляться, посмотреть, как наши огоньки поживают. Ну и в целом, пока яма работает. Ну, это местный налив, ребята, он там стоял. А сейчас, по идее, ночью должны выходить уже основные, которые ходят, ищут, кормятся. Разная рыба. Ну, вроде все спокойно здесь, на дальнике. Все спокойно.
Да, макароны были сегодня в аккурат. Ох, ребят, по большой кружке Чайковского. У Серого так вот вообще. Ты, Серега, наверное, ее подводку взял, не? Блядь, ты знал, а? Ну да. Таких раз, два, три и не будет. Ну, правда, Серегу в палатку придется тащить будет. Тащите меня всемиром, да? Поставим сюда, чтобы тепленький был. Вот, ребята, и волочки тут тоже у нас гуляют. Вот, Серега, ты сейчас живую послушай. Хорошо поет? Да. Классно завыли, да? Сначала лиса что-то покрякала. Ну что, мурашки так ходят? Блядь, я не за 3 земель нахуй. Ну какая разница, слышишь, волк переходит за ночь по 50 километров. Они вон идут на поселок, на село. Да? Да, идут. Они сейчас созвались, они сейчас идут рвать. 9 часов. В принципе, у меня... А сколько они выли? Хорошо воют, да? А я вот сидел, они вот были на той стороне. Ну, я говорю, взял пятярку, бахнул раз нахуй. Представляешь, какие у меня были ощущения? Мгм. А вот так вот. А я плюс потом в палатке один всю ночь просидел. Это было такое, такие железные яйки, я скажу тебе. И хрен знает, они что будут делать. Может, они тебя созывают, бля. Блядь, смотри. Вот, ребята, Серега сейчас был свидетелем, как в этом углу тайги выли красавцы серые, бля. Сколько стало волков? Ребята, кто смотрит ролики, я не знаю, кто охотники, кто занимается такими делами, приезжайте, покажу все, расскажу. Знаю, где уже логово есть одно, точно. Потому что, ну, реально уже что-то до хрена стало. А местные ни хрена не шевелятся. Невыгодно сейчас охота на волка. Да и один ты ничего не сделаешь. Это как минимум загон нужен. Вон, ребята, пискарек стоит и ельчик. Рыба к берегу идет. Опа. Вот так вот. Что, ребят, прошли по доночкам. Ну, в целом где-то есть пожевано, где-то нормально. Та сторона вообще тишина. Ну вот был выход. Сегодня рано он был, интересно. 6 часов уже были поклевки. В общем, 4 выдернули. Пару мелких и пару поклевок было еще. Ну все, прошлись. Время. Часов 9, наверное, да? 10. 10. Короче, отдыхаем, ребят, балдеем. Костерочек. Все как надо, как у людей. Чаечек. Тренога, конечно, удобно, да, Серега? Как неудобно. Удобно, говорю. Я говорю, удобно. Но бас-бас под любой уровень. Тоже классная штука. Поклевка, ребята. На закидушку. Прошлись по доночкам. Сначала по закидушкам. Идем по донкам и зазвенела какая-то. Ну что-то не видать. Сейчас посмотрим. Какая-то, ребята, зазвенела. О, где-то дальше. Где-то дальше. Дальше, ребят. Вот это, ребята. Ага. Ага. На это, да, поклевка. Видишь, только перезабросились. Ага. Куда-то попал. Ближе кинул.
Я, кстати, эти, да, ребят, поближе покидал. Не стал закидать далеко, за середину. Ну, чисто так попробовал, говорю, Серега, может, поближе. И вот сработало. И чё? Где поклевки? Дальше. О, Олежка заиграл вообще-то. Чё, Серега, надо пробовать? Ай, что, смотри. Есть, есть. Есть. Есть? Да. Хороший? Да нет. Жареный. Видишь, недалеко. Серега, они недалеко. А я кидаю там. Непонятно куда, блин. Щегол, блин. Щегол, вообще щегол. Тихо, стой, 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 брат, брат, тихо, 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 тихо. Блин, закровоточил, блин. Ох, нифига. Загнал, блин. Сходу хапнул. Но факт в том, что они на пляж идут ближе. Ага. А не надо кидать. Попробовали и сразу поклевка, видишь. Ну да. Результат есть. Угу. А я все думал, будут у нас огоньки мигать сегодня, нет? Заглотил вообще в хлам, блин. Только, ребят, перезакинулись. Работает наша тема. Работает наша лужайка. Или вышли. Я говорю, что-то звенит. Оп. Ага, есть. Ух ты. Ух ты, ребята. Водит. Водит хвостом. Одна и та же доночка работает. Красиво. Иди сюда. Блин, жиганы, конечно, не крупные. Но все же. Налим. На дне, ребята, лист. Вон сколько грузил собрал. Только перезабросились. И на, пожалуйста. Ни хрена заглотил. По самой не балуй, блин. Жадно вперед. Значит, есть журналема. Ну вот, ребята, прошлись. Заменили сейчас там вот на дальних поводки тоже Серегой. И что-то вот пока лазим, вот 2 поклевки сразу. Не знаю, может, выход очередной. Время, в принципе, сколько. Начинает холодать, так скажем, плотно. Ну да, 11, начало 12. Может быть, выход, ребята. Так, что-то, ну, не крупный, конечно, налим, но все-таки клюет. Все-таки клюет потихоньку. У нас очередной чаек поставили. Попьем сейчас горячего. Чаечек, чаечек. О, Серега, тебе сюрпризом. Ага. По 50 капель. Давай. О, хорош чаек. Понимаешь? Вкусно получилось. Тушенка хорошая.
Так, ребята, решили пока позаниматься избенкой. Время 12. Проход сделали. Надо вот этот шиповник еще срезать, чтобы он тут не мешал нам. Вот так вот. Вот это там нам не нужно. Вот Серега освещение несет. Портативно поставим. Показал столик. Здесь Серега карты будем играть. На раздевание. Маленький столик. Вот как раз для палатки то, что нужно. Так. Свет, свет, свет. Сегодня кемпингские, ребята, освещение. Правда, одна лампочка осталась. Она будет лампочки купить к зиме. Зимой побил на мотособаке. Еду в мороз. Побил. На, Серега, подвесь. 5 лампочек, ребята. Вот такая штука. Здесь у меня Вон в эту сетку бросить. Да. Здесь получается, ребят, крокодильчики с переходничком. То бишь вот такой переходник. Можно, получается, в прикуриватель в машину. Здесь еще 5 метров. То бишь это все отсоединяется. Или можно просто 220 зарядочкой. Но к этому делу я купил аккумулятор. И теперь у нас портативное освещение. Плюс, минус. Лампочку крути. Что ты положил? Подвесь ее так. Пускай она светит. И все. Это надо сейчас по боку выпустить. Туда, чтобы не мешало. В принципе, ребят, одной лампочки достаточно. А так можно вытянуть, и получается 5 метров сам шнур, 5 метров запас. Плюс еще крабы там 2 метра. В общем, можно гирлянду растянуть и выйти, ну, на улицу. Одну лампочку, допустим. Если там где-то в избушке, можно 2. Ну так, в принципе, одной вот вся палатка освещается, да, Серега? Да. И плюс аккумуляторы, это можно резервно жить неделю просто без проблем вообще. Лампочки энергосберегающие, то бишь он вообще не ест. Столик есть. Вот так, маломайский. Тут спальные места. Как-то тут, ну, Серега как-то туда, я сюда. Дровишек занесем, наколем, все четко будет. Смолячок, ребята. Дрова классно пахнут. Так, ребят, час ночи. Приготовили дом. Ну, как бы все там, освещение. Дровишек накололи. Печку затопил, пускай топится. Ну, протапливается. Зато потом будет тепло уже. В общем, проверочка. Пройдемся сейчас, перезакинем. С Серегой вместе вдвоем ходим. Серега червей подает. Я забрасываюсь.
7 налимчиков в садке. Не крупные, ну там 4 штуки такие жаренки. Грамм 600. Ничего интересного. Крупного налима, ребят, нет. Нет. Ну, в общем, завтра денек. Мы приехали надолго. Так что у нас все впереди. Ну, а рыбку уже поймали на жареху. Ладно, идем фонарики перетрясем. Поменяемся. И потихоньку пойдем отдыхать. Пободались. Вечерок поклевал немножко. Будет видно. Сейчас пока пройдемся, еще чайку попьем. Ну там уже 3 час смотришь будет. Вот такие дела. Тоже все нормально. Выше лист уже пошел, да? Ага. Вот сейчас тоже это будет очень плохо, конечно. Все четко. Вот где-то поели кто-то, блин. Ладно, по разным дистанциям раскинем. Так, эту подальше, эту поближе. Приблизительно. Ну, самое главное, радует то, что ни одного зацепа. Считай, вот по всему периметру все чистенько, классно. Думаешь, как развернуться? Да. Это выбираю, туда ложить. Режим томления. И будем отдыхать. Ну что, ребята, в общем, вот так как-то у нас тут раскинулись. Вот видишь, места куча. Свищуха. Печурка. Шая, тут одна хапочка, вон тепло уже. Сейчас Серегу пару раз в дураках оставлю и, наверное, прилягем. Время час. То и более, наверное, уже. О, 1:30. Сейчас еще картишек сыграем. Короче, посмотрим. Черви козыри, да? Ага. Смотри, сейчас просто в течение 5 минут я тебе
Просто разматываю. 9 я хожу. Ходи. Держал. Нет, говорит, бубей хоть бей, да? Да. Вольты. 6-7 валет. Отбой. Нет, бубей, говорит, хоть бей. Шестерочки. Семерочки. 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 Что-то мне все таких не дал семерочек. Нет, да? Нет, говорит, бубей. Хоть бей, бля. Червонец. Болят? Червонец. Болят? Валет. Червонец. Ход конем, бля. Валет. Угу. Ага. Вот так вот, да? Угу. Семерочка. Сергей Витальевич. Семерочка. Семерочка. Червонец. Болят? Расход. Угу. 8. Туз. Нет таких? Мама, папа. Угу. Придется Серый тебе спать, брат. Ну их ясно. Зато спится, слышишь, дуракам, говорит, нахуй, вообще, говорит, от души, понял. А друга он что везет? А, ну все, будем отдыхать. Слушай, что-то... Режим полета, слышишь, врубаем. Ой, хорошо. Ой, красота. Ох. Горизонтальное положение. Принять. Ага. Ладно, Сергей Витальевич, Да, Андрей Викторович. спокойной ночи. Отдыхай. Завтра тяжелый день. Завтра завозить груза, бля. Все, ребята, всем спокойной ночи. Ну как спокойной ночи? Мы тут немножко кимарнем. Пару часиков вставать уже. Ох. Ой, хорошо. Вот хорошо. Ребята, доброе утро. Время 8:30. О, Серега, выспались вообще по красоте. Что, Серега, как настрой? Пора воевать с рыбой. Надо вставать, ребятки. Потихоньку, помаленьку. Делов сегодня очень много. Кофе сейчас сварим, кофе попьем. Позавтракаем, проверимся. Съездим, проверим сеточки. Что там у нас. В общем, надо вставать, ребята. Это, ребята, красота. Когда просыпаешься, вот такие пейзажи. Да, Серега? Кто такие пейзажи видит? Небольшой дождь, ребят, ночью был. Ну, в целом, так покропалил, не особо. В общем, нормально. На лагере все спокойно. Будем завтра.
Костерок разведем. О, смотри, горелочка газовая. Угу. Ну, у меня вот первая точно такая же была. Вот потом здесь, короче, паялась. Вот здесь. Я костер разжигал, засунул ее и что-то делами занимаюсь. Смотрю, полыхает, блядь. И тут обгорело. И кнопка, короче, перестала работать. Чисто это, зажигалкой. Алина Сергеевна вот на день рождения задарила новую. Вот так вот. Так, ребята, ну чё, завтрак традиционно. На яйцах есть макароны у нас. Вчерашние Серега ж делал. Мы, наверное, ребята, их поджарим. Немножко столик замочила. Ну ладно, что потом поделать. Да, а бумагу ты верно убрал. Ну я же сказал сразу. Бумагу не убрал. Пришел бы ей большой-большой. Соль с чесночком. Отлично. Все, ребятки, завтрак готов. Вот теперь, ребята, с добрым утром, как положено, по кофе. Да, О, свежего дня глоток. отлично. Ну что, ребята, позавтракали. Пойду пройдусь по доночкам. Что произошло с периода с двух часов до 7 утра. 5 часов получится. Что-то вот эту, ребят, снесло. Сразу с нее начну, наверное. Небольшая грязь. Вроде никого нету. Ох ты, цепляется еще за что-то. Донку снесло. Ну, крючки, ребят, все просто пустые. На день буду так, не знаю, проверять раз, два, 3 часа. Немножко надо, конечно, на это дело. А так в целом борчить не буду. С 6 вечера начну опять зарядку. А днем нет смысла. Плотва. Возьмем, да?
на нарезку, если что. Живец-то крупный, а на нарезку пойдет. Да, она, в принципе, и сама такая неплохая. Пожарить. Елец. Семен Семенович. Все, берешь? Я же говорю, возьму на живца. Веди. Вот, ребята, подписчики встретились. Смотрите, родные. Флагман 380 игла, гладиатор 9,9. 3 Феррари, бля. Огонь. Нет. Да, сейчас тут... Да. А чё бы нет-то? Блядь, видали и страшнее, говорит. Понятно. Так, покататься, значит, да, ночевать не будете? Слушай, мы в деревне, блядь. Ебать. Ну, Это что-то как дом в под анекдоте, боком, как так ты- что... Как ты, говорит, на медведя охотишься? Ну да, там недалеко. Увидел, говорит, медведя. Давай, говорит, вот так вот с Андрюхой станем, вот так вот. Давай, Вот так вот. Давай, Серега. Давай. Серега тут с Кирова приехал в гости. Сережа, давай. Будем, ребята. Здоровья. Всё. Утро начинается, блин, из кофе, да? Да? Сколько время-то, что даже не знаю. Да, часов 9, наверное, не знаю. Выехали, в 6 утра меня разбудил. Есть. Настолочка. О, еще инжектор. Там переключается вот здесь. Да, есть автоматик, да? Гонь, держи. Жалко, что на стол. Парней немножко, ребята, ружьишко потрогал. Бутылочку подвесил. Метров 20-25. Ну, нормально, что. Тетереву, говорит, пришлось бы каюк. Ребята местные, ребят, тут рядом деревня есть, оттуда родом, узнали. Этого лебедя стало, что он, грубо говоря, не... Андрюх, поставь нас видос, если будет. Давай, давай, брат. Окунь. Акушарик, акушарик. Окунек. Не знаю, может продольник на нарезку будет ставить, придется. Ну, днем понятно, ребята, окуни. Всяко разно. Все, ребята, смотрите, листопад какой. Полные лодки, Серега. Полные лодки. Нахерачит нам листву сейчас. Да. Все, вот, тронулся лист. Сейчас вся яма будет. Так, это доночка кормилица. Я не знаю, вчера сколько мы на него поймали. Штук 5. 3 точно. 3 точно, блин. Вчера, да, поработали они прям великолепно. Обе рядышком. Хотя расстояние разное. О, матрос. Матросик, матросик. Живец. Живец вообще. Что ни на есть, прям живец. Обратно тебе. Будешь щуку ловить. Да. Есть налим, слышь, Серега. Подсак? Не надо. Мелкий. Мелкий налимчик, походу. Нормально. Опа. Жаренки. Вот, блин, доночки, ребят, работают. Не крупный налим, но Родничек, нормально. он есть. Ребят, до этого, помните, плотву сейчас поймали? Смотри. Съел в садке, блин, обалдеть. Ты понял? Ага. Ребята, он в садке просто сажал плотву
которая больше его. Ну не больше его, но Ну, факт тот, что, блядь, заглотил. в таком садке, понимаешь, умудряется есть. Обалдеть. Это охренеть просто, ребята. Живца нужно, да, налиму. Живца он берет, вон. Та плотвица там здоровая была, ты же помнишь? Смотри, Да. она ему еле в рот помещается. Я даже вырвать не могу. Вытащить. Охренеть. Вот дела. Вон тут голова только. Попробуй, Серега, вырвать. Блять, что такое? Плавники отрываются. Охренеть, вот дикобраз-то, а. Вот налим, ребята, жируют. Прям в садке, блин. В общем, прошлись, ребята, ну, явно поедельно. Наши кормилицы кормят одного еще на лемяшку. Блин, мелкий, конечно, ё-моё. Грамм 400-500. Плотва, елец, пару окуней. И кинули в садок, и он еще и сожрал еще, ребят, представляете, в садке. Он, то бишь, себя чувствует там спокойно, нормально. Ну, правда, вот пару, наверное, вышли пузом кверху. Это наш сегодняшний ужин будет. Так, ну что, мы съездим, проверимся по сеточкам, что да как там у нас дела. Ну и в общем, надо будет ставить уже основные снасти. Не знаю, надо попробовать минок еще ковырять. Короче, делов, ребята, вообще уйма. Ну да ладно. Держись. Все, ребята, ехаем. Взяли ведерко. Посмотрим. Добрались до озера. Тут у нас 2 сеточки стоит. Посмотрим сейчас, что есть, нет. Все, Серега, давай назад. Туда чуть вытаскивай с травы. Пока никого не видать. О, пошла рыбка. Подлещик мелкий вроде. Вон там еще окунек. Короче, есть рыбка, ребята. Щукарик, ребята. Финочку подзалетел. Наш обед, ужин. Все, что с этим связано. В траве ходит. Сегодня ветер. Неудобно немножко проверяться. Ну да ладно, что, как-нибудь. Как-нибудь, ребята. Приехали на лагерь, ребята, а у нас все в листве. Все просто в листве. Охренеть. Вот листопад пошел. Жесткий прям. Вот, ребята, смотрите. Все завалило. Просто лист попер. Страшное дело. В общем, ребята, результат окунишки. Это пару щучек. И смотрите, ребят, зараза налима съела. Вон. Мелкого. Ну вот, на нарезку, я думаю, если минок не найду, на покушать есть. Не знаю, ребят, рыба живая, не живая. Но в целом, отпустим садок. Что-то, да, вон зашевелились. Пускай в садке лучше живут. А что надо, достанем. Что надо, порежем. Ну что-то на скоряк надо нам хапнуть. И поедем мы с Серегой, наверное, немножек посмотрим. Печеночку по-строгански сейчас сделаем. С лучком. Пожарим. Не, Серега, когда на природе, бич-пакетом нет.
Ну, какая разница. Суп пакетированный просто. Аромат говядины. Сейчас быстро штроганский сделаем. Без гарнира. И все. И будет песня. Серега сейчас посудку помоет. Туда-сюда. Я, ребята, штрогана сделаю. Быстренько. Любимая наша тема. Все, как хорошо ножик. Че, работает. Перекует. Можно работать, Серега. Лука, как говорится, много не бывает, да, Серега? Да. Я лук тоже люблю. Лук это тема. Тема. Да, просто печень пожарим, а картошку делать не будем. Да, чисто сделаем заправочку без гарнира. А что в котелке будем? Просто помыть? Помыть, посуду помыть надо, чтобы посуда была чистая. Так, ребят, частенько беру такой продукт, вы многие знаете. То, что вот печеночку уважаю. Штрогана. Безобразно ее нарезаю. Ой, безобразно. Нормально все нарезаешь. Безобразно. И все. В целом ничего тут выдумывать не надо. Классный, ребят, ужин, классный обед. Надо готовить, потому что без холодильника мы, ну, как бы на улице прохладно, но в целом Дело мухи не летают. не есть хорошо. Да. Надо приготовить печенку. Сразу туда, ребята, все это. Не промываю ничего. Прям с кровушкой. То, что есть. Серега нам посуду сейчас мыть будет. Сегодня он карты проигранный, так что сегодня он, ты не проиграл. он в наряде. Я отбился. Ага. Че, 3-1. Ты что, друг? Какого 3-1? 2-1, 3 раза сыграли, че? Ну 2-1. Ну я-то выиграл, правильно? То бишь сначала Серега выиграл, потом Андрюха выиграл. Ничья. А потом говорю, давай реванш, правильно? И кто выиграл? Андрюха. Да и... Так что ты в карты проигранный, давай мою посуду, блин, а я готовлю обед. Еще что-то резервный баллон не поставили, Серега. Ладно, что. Чего? Баллон, говорю. Привезли же. А? Сейчас будем жарить, ребята. С луком. Печень с луком. Готовится быстро. Вот именно, что блюдо готовится очень быстро. И мне очень нравится. Очень вкусная штука получается. Соль чесночком. Еще, наверное, понадобится. Соль? Да, солюшки. Паприки немножко подзабросим. И вот что-то мясо на углях нашли, ребята. Друг. А? Соль. Ага, сейчас, секундочку. Во. Будет тема. 10 минут 15 поварилась. Самое важное в этом блюде это, ребят, сметанка. Сметанку добавляем полную баночку. И вот тогда будет пушка.
Мы постоянно готовим, ребята, это блюдо. Очень вкусно, очень нравится. А мы готовим то, что нравится. И реально, это очень быстро, мне нравится. Я и зимой умудряюсь это приготовить, ребята. На льду прям классно получается, вот реально. Все, баночку кинули. Кстати, сметана, вятушка. Рядышко. Ну, кировская. Кировская. Ваша. На. Ну вот, видишь, вам привозят наша, а нам привозят ваша. Все, ребята, сейчас сметанка подрастает. 5 минут и будем трапезничать. Ну, классно подходит пюре к макаронам. Говорю, только сейчас мы без гарнира. Мы, говорит, икру кушаем без хлеба, блин, да, Серега? Ну, там... Ну чё, наш, ребята, сегодня обед. Быстро, по-штрогански. Вот такая штука получается. Да, было, хотя бы Очень вкусно. Приготовление бахнуть в этом. Да, нормально, так пойдет. Все, садимся, Серый. Ну давай пробуй, что скажешь. А потом я этот послушаю. Че ты долго, Нет слов. че долго живешь, блин? Это просто бомба. Ништяк? Вообще класс. Она еще с соусом, хлебушком макать можно, Да. понял? Точно, хлебушком макать. Ну, гарнир, говорю, нужен к такому блюду, но можно и так сковородочками кушать. Легко. Конечно, легко. Вкусняшка. Нормал? Отлично. Оставим, чтобы больше влезло, да? Не, как-то сидеть неудобно. Стол высоко. Стул низко. Ну да. Огонь. Да. Горячительно. Ну, не помешает. Да, ничего не помешает. Я говорю, готовится очень быстро. И вкусно. Вкусно получается. Быстренько, быстренько. Хоп-хоп. Раз-два и в дамки. Да? Ну, За мясо. ну давай за мясо. За повара. Ну, повара, ну, не повара. За повара, за повара. Давай. Давай, не прибедняйся. Ребята, смотрите. Просто дождь. Дождь из листьев. Листья желтые над городом кружатся. Так и хочется собрать их и нажраться. О, ребята, смотрите, какая красота. Охренеть. Вот это мы попали в листопад. Сейчас яму заволокет. Серега, беда будет. Главное, чтоб Налим плевал. Ну, Налим поклевывает. Ну, блин, круто. Какой листопад. Вообще жестко. Вообще красота. Все обволакивает, ребят. Смотрите, наше место просто. Вчера тут еще чисто было. Сегодня вообще. Так, ребята, едем на деревню за миножником. Надо миножик ковырнуть. Покушали. Летим, короче. С деревни недалеко, ребята. Должна быть стоять лодка, и там миножник у знакомого. Возьмем, попробуем. Допылили до деревни, ребята. Вот местные лодочки стоят. У знакомого тут есть миножник. Сейчас возьмем и поедем
Попробуем копнуть. Ну что получится, хрен знает. Ага. Есть такое дело. Да-да-да, подвытащу сейчас. Все, ребят, приехали на обрыв. Сейчас попробуем что-то ковырнуть. Нормально, мотором держит, все хорошо. Ну, пойдем, Серега. Прогуляемся. Миног надо собирать. О, оси. Копыта, видишь? Миног надо собирать против течения, чтобы когда ковыряешь, муть уходила по течению, и, ну, чтобы видно было кочки. В общем, сейчас глянем, ребята. Найдем, не найдем на продольник. Если не найдем, сколько найдем, на донки пойдет. Сегодня же опять ни хрена не успеваем. Так, что, ребят, вот таким макаром все это делается. Цепляется кочка и на берег. О, была, ушла вроде. Близко. Ты когда достаю, руки не суй, по рукам дам. Ага. Можно будет. Так, идем дальше. Че я люблю раздеваться, ребята, что миножиком так не ковырнешь, как руками. И летом прям в теплую воду. Ну сейчас, конечно, вода уже холодная. Кочка хорошая. Вода холодная, видишь, они сидят до последнего. Когда вот летом вода теплая, прям они махом вылазят. Бывает, руками ковыряешь, так она чувствуется, как поляшком бьет. Тыч-тыч-тыч. Выстреливает. О, а нет. Ну, факт в том, что вот синяя глина, вот они любят такую штуку. Ну вот, ребята, вот такого зверя ищем. И вот, чтобы течение уходило, чтобы было видно дальше. На кочку хорошую. Миножником так не особо это получается. Вон, кочка-то ни о чем. Смотрите, какая. О! В общем, сколько бодались, ни хрена. Толком. Штук десяток, да, серый? Да, десяток где-то нормально. Лягушку маленькую там наковыряли. Блин, продольник здоровый. Ну, что, будем на нарезку пробовать ставить. На нарезку, на миножку через раз. Где-то там червей. Короче, в общем, попробуем заставить, ребят. Нет, воды, во-первых, раз. Во-вторых, хожено. Кочки, которые были, достали уже, ребята. Вот здесь выковырили. А получается весь обрыв, кочки-то они вот здесь. А вода-то их не затопила. А там уже идет русло. Там песок и маленькие кочки. Ну, в общем, Серега, покажи. Вон, ребята, не знаю, видно. Вот немножко. Сколько вот мы. Ну, опять же, все, времени ограничено. Опять ни хрена не успел. Я хрен знаю, Серега. Что надо делать, чтоб нормально все получалось, блин. Ладно, едем на лагерь. Берем продольник. Берем груза. Все дела. Едем на точку расставляться. Ребятки, ну что, прибыли мы домой. Так скажем, миножик у нас ни о чем. Будем делать нарезку. Кунек. Кунечек. Ну вот всякое сбели, ребята. Будем делать нарезку. Подлещик. Подлещик. Плотву съели.
Вон елец. Живой, кстати, ребята. Елец живой. На живца пойдет. Ребята, палатку, смотрите, аж подзасыпало ковром. Ну да. Что тут у нас? Хорошо. В деревне летом. Так, ребят, ну что, переходим к тяжелой артиллерии. Продольничек. Все четко у нас, четко. Продольник, ребята. Будем поставить на всякое разное. Ну а что сделать? Нет наживки, темнеет уже опять. Вообще ничего не успеваем. Ну, что, готовим груз. Глубины сейчас небольшие. В принципе, этого достаточно будет. Так, поплавочек. Мешок в итоге поднимаешь? Да, поднимаем потом. Поднимаешь? Да. Мешок обязательно поднимаем. Поплавочек. Полторашка у нас будет. Ну и под сам продольник петля. Вот так вот. Серегу прокачу на своей. На пятнарике. Подзавалила, ребята, малышку мою. Ну да ладно. Нормально? На дне? На дне. Все. Что, хватило? Все четко? Все хватило. Ну все четко. Ладно, поднимаем тогда мотор. Ага. Вижу, где мешок. Все. Да, здесь тоже течения нету, ребята. Плохо будет тащить, конечно, но постараемся как-то затащить продольничек. У нас продольничек. Серый, на, двумя карабинами, двумя застежками цепляйся за петлю. За петлю. И дай бог, чтобы нас потащило. И мы поедем кататься. То бишь, ребят, петелька, ребята, у нас поводочки на поводочнице. Ну и в общем вся насадка. Цепляй. Ты цепляй давай за основную, а я насажу. И придерживай тоже ее, нас потому что тащит. Да. Ага. Так, ребят, ну что, вот что есть у нас по живцу, миножку. Ну, губу в любом случае подрываем, так как такое существо, то что зарывается. Ну и в любом случае под спиночку, под хребет. Лакомство прям, не знаю, для любой рыбы. Раз. И все. Серый отправляем. Идем дальше. Отправляй. Так. Ну вот, в общем, ребят, будем сейчас кормить, получается, червями. Серый, а где черви у нас? Так, ребята, в общем, поставили продольник, затянули мы 100 метров. А продольник у нас с Илюхой
Это наша снасть общая. Короче, у нас 200 метров, ребят, продольника. Ну, там через каждые 7 метров крючок. В общем, там не особо много крючков, просто идет расстояние продольника. В оконцовье села батарейка, ребят, не взял ничего с собой. Закинули, короче, на нарезку, ребят, на миногу и на червя. Получилось у нас так прилично, около поворота. Ну, вернулись, прокатил Серегу на моторе. Сереге, говорит, блин, понравилось. 9,9, говорит, конечно, вывозит. В общем, ребят, дровишки, темнеет. Вот тут заваленная береза, сломанная. Сейчас попилим ее, сложим чурочки. Ну, в общем, мне на осень, да и в общем, как-то так. Вот есть еще поломанная тоже сушина. Тоже ее начекируем. И все это в костер. А вот нормальные дрова на. Ну, сухенькая, ребят, хорошая. Сейчас на чурочке все это дело. Пошинкуешь, да, Серега? Давай. Быстро, ребята, осенью все это очень быстро. Ни хрена не успеваешь, блин, зараза. Вот, ребят, небольшой запас. Это мне на осень, на палатку, резерв. А вот такие 1,5-метровые, это туда, на костер. На костер 1,5-метровый, да, Серега? Большие заложим. Пускай костер будет. Видел. А? Вот все, давай костерок делаем. И нормал. Централ. Ну вот, типа того. Вот так вот. Как березы хорошо колятся? А, гнилая что? Да? Ага. Зачем? Гнилая, сухая. Сухая, то что, а что, гнилая еще даже? Ну так вон, видишь, белые. Сгнила и высохла. Сгнила, Серега, и высохла. Колем все нахер. Да. Ой, гриб что, не чаговик? Не, трутовик. Трудовик? Они тут у нас будут. Всю ночь чудить. Прогорят потом. Пополам, да? Да, потом пополам. Все, чайку ставим, Серега. Давай. Ставим, будем пить. Чайку ставим, будем жить. Так, ну что, ребята, вечереет уже. Блин, все очень быстро, охренеть. Встали, что-то поздоровались, приехали, уехали, съездили, проверились, покушали, вот и вечер. Дело к вечеру, дело к ужину. А значит, ребята, у нас жареный налим. Жареный налим, ребята. 2 налима пожарим. Вот этих небольших.
небольших налимчиков, которые уже не выжили. Вот, ребята, цепляем, которые в заглоте. Ну, в общем, не выживают они. Чаечек, ребята, подспел. Чая пьем очень много. Прохладно, да и так. Жидкость надо пить, ребята. Оба. Так, ну что, вот такие налимчики, ребята. Налима, ребят, чешуить не надо. Ну, в принципе, у него есть мелкая чешуя. Ну, в общем, я как бы так протираю чисто и все. Самое основное — это печеночка. Печеночку, ребят, мы берем. Печеночку обязательно. Он не крупный налим, печень небольшая. А так, в общем, ничего тут интересного налима нету. Простой до мозга костей. Костей нету, ребят, только хрящ. И все. Вот такие кусочки, ребята. Вот на такие кусочки пожарим. Вот сейчас хорошенько помоем рыбку. И будет огонь. Хвост целичком такого зажарим. Вон, ребята, чистое мясо. Нож, ребята, от Русберга. Енисей АС 8 нержавеечка. Шикарный рабочий ножик. Вот так вот. Ну все, кусочки наши промываем. Прям в реке, где добыли. Пленочку убираем. И в тарелочку. Серега ест головы. Жабры я удалил. Так что Сереге голов еще пожарим. А я лично голову не ем. Вот, ребята, что вот. Налимчик, грубо говоря. Ну, можно двоим покушать. В одном печеночка, в втором не было. Маленькая печенка вот такая всего лишь. Пару хвостов. Ну вот. Сковородки 2 будет налима жареного. Так, ребята, ну что, добрый вечер в наш ресторан походный. Дай жидкость для мытья посуды. Держи. Будем жарить налиму, ребята, налимочку. Налима жарим просто очень. Масло можно не жалеть. Прям так обильно сковородочку промокрить. Налимом уже посолили, перемешали. В целом все четко. Никогда, ребят, не обволакивал там в банке и как-то там вымудрял. Просто в пакет, ребят, муки с контейнера. Зато мука тут постоянно у нас сухенькая, чистенькая. И все, в общем, сразу серому голову. Возьми эту, опрокинь туда, да и все, что ты. Нет, тут по 3 кусочка надо. По 2, по 3. Вот так, ребят, обволакиваешь, бам-бам, достаешь, и у нас, в общем, все, весь кусочек, ребят, в муке на сковородочку. Серому голова на сковородочку. Андрею Викторовичу звенышко на сковородочку. Ну и вот таким макаром, ребята. А этому волку пожарному. Волку позорному, ему петарда. Корсар 3. Красавец 4. Ну да, типа того. Вот, в общем, вот таким макаром, ребята. Вот рыбка, она таким слоем
получается ровным и везде. И лишнего нету, она не горит, рыбка. В общем, и вот такой хвостик. Прям целичком зажарен, ребята. Вот так вот. Рыбку стараюсь, ребят, запечатать со всех сторон. То бишь не с двух сторон, а с 4. Рыбка называется запечатанная. Вот так вот. Жарится быстро, 15 минут, ребят, на втором. Свежая рыбка готова. Налим. Серега, наверное, еще не ел налима, да, Серега? А, ну у меня когда приехал. А так по сезону-то нет, не ел. Очень вкусная, ребят, рыба. Хрен знает, она на вид несуразна, но, ребята, блин, это вообще... Дочь называет у меня курочка. Дочь, рыбу она у меня не ест, а доча, будешь курочку? Буду. Ну, маленькая еще. Сейчас-то, конечно, понимает, что ест. А раньше вот так обманывал. Ой, вкусно, говорит, папа, курочка. Я говорю, ну и хорошо, дочь. Отлично. Так, первая партия, ребят, готова. Рыбка жарится быстренько. Свежий налимчик. Ура! Красота. Немножко можно добавить. В принципе, обычно многие жарят на свежем масле, это все вытирают. Ну, мы все-таки на рыбалке. И у нас все это дело попроще, ребят. Пошел очередной кусочек. Очередной кусочек. Сережина голова. Андрюшкин хвост. Ну и печень. Печень, ребята, очень вкусный деликатес. Помогает мужскому здоровью. Импотенция туда-сюда. Очень много всяких вот этих микроэлементов. Так что, кто налима ест, у того все ест. Даем освещение уже. Тихонько темнеть начинает. Ну что, Сережа? Картошечка на подходе. Налимчик готов. Картошечка тоже почти. Жареный, ребят, налим. У нас сегодня на гарнир вареная картоха. Все по красоте. Сразу это масло, ребята, протираешь. И нормально. Вот, ребят. Горячий возьми, с нижнего возьми. Там в масле жарилось. Под налима-то, ребята, надо капельку-то бахнуть. Под налим это святое, блин. Ну, конечно, нифига себе. Рыбалка по налиму. Кушаем налима. И за налима не выпить. Никодима, кормилец. Раньше, в наши военные времена, вот этот налим был вообще кормилец. Ну, войска вот ели, ну, жили по налиму, понял. Налим был кормилец. Так и звали. Налим кормилец. Его было очень много. И рыбалка, знаешь, там тычку поставил, палку поставил, там, и он берет. И как бы люди выживали вот реально вот на налиме, как бы вот в свое время люди выжили на налиме. Его просто, я не знаю, прям перерабатывали там что. Ну, короче, давай, Давай, Сергей Витальевич, давай, Андрей Викторович. за второй вечер, за прекрасную погоду, то, что не мокрит, не дает нам мокнуть в дождевиках ходить, и, в общем, то, что сухо-сухо. Сегодня листопад, ребят, порадовал. Смотрите, как наша полянка образовалась в оранжевый цвет. Немножко так камуфляжа дали от волков. Ну, в общем, красиво все. Что? Жареный налим. Прекрасная погода, прекрасная компания. Да. Что еще нужно? Что еще нужно человеку? Да, для счастья. Так, братцы, ну что, разберу-ка, ребят, я вам звенышко. Просто берется позвоночник, убирается, немножко обгладывается.
А это все, ребят, мясо. Это тупо мясо. Белое, нежное, вкусное. Ничем не пахнет, ни болотой, ни тиной, ни там, ни какими-то там. Это Ну, уже наша пресноводная треска. Да, треска наша. Он сочный, ребята. Сочный, вкусный. А вот, ребята, печенюшка. Ну, печень. Серега, делюсь пополам. Держи, братское сердце. Ага, благодарю. И просто ее туда, внутри. Это печеная лима. Жареная. Есть небольшой привкус. Может немножко горчить во рту. Это нормально. Ну, в таком налиме печень бывает то, что вот сейчас мы и кушаем налима. Только одна печень будет, понял? То бишь, и которые ребята ловят по 5-6 килограмм, они, ну, тупо жарят в сковородке 2 только печени и кушают. С луком, с маслом. Тоже делают гарнир и подводочку. Вот так, Сергей Витальевич. Ну, что умеем, то едим пока. У нас вырос такой. Да, ну, как-то так, ребята. Ну все, ребята, вечереет. Так, в принципе, тут у нас все в порядке. Немножко дров. В общем, все классно, все заряжается. Ну что, в этом доме, ребята, все в порядке. Опа. Пойдем-ка мы, ребят, забрасываться будем. Вечереет. Скоро налим. Так, братва. Времечко-то у нас 6 как раз. Посмотрите, ребят, огоньки-то горят. Вторые сутки, Серега. А они у тебя весь день горели? Да, ты же сказал, типа, вырубай. Ну, я говорю, вырубать. Ты говоришь, да ладно, оставь. Нет, я говорю, днем-то можно вырубать, а. Ну, горят и горят, хрен с ним что. Но видно, уже потускнели немножко. Ну, горят еще, ребята. Сейчас пройдемся. Я их, Андрюх, тебе оставлю. А уж ты хочешь, если потом батарейки для этих, как его, ну как часовые батарейки. Ну да, кругленькие, маленькие. таблетки. Надо было, поменяешь, не надо, как хочешь. Понял. Блин, столько травы, ребята, еще жесть. Смотри, Серега, сколько травы. Ну да. А сзади, блин. Так сколько часов стояло. Ну да. Вон, ребят, смотрите, какой бутербродик. Сейчас пройдемся, все почистим. Ага, окунек, смотри, Серега. Окуньки попадаются. О, Окунек. На живца. Давай, брат, полезай. Ну, за налимом в бой. Так вот клево. Так, отлично. Картофан, ребята. Ну все, донки зарядили. Вторая ночь. Вторая ночь, ребята. 6 часов времени. Посмотрим, что сегодня у нас будет. Какие у нас телодвижения туда-сюда. Ну, в общем, как-то так. Вот так все спокойно. Дождя нету, ребят, самое главное. Классно, классно. Ужин кушаем налима с картошкой вареной. Всем приятного аппетиту.
Ребята, смотрите, ямка наша сработала. А что ты говорил, Серега? Насаживать больше надо. Не, я же говорю, она сработает. Крайняя донка, ребята, это вот угол получается нашей ямы. Лодки стоят, Короче, база за сутки не сработало, а сегодня вот, знаете, за вторые сутки. И вот получается поклевка, ребята. Пожалуйста, поклевка. Охренеть. я говорю, колокольчик аж подлетел, я подхожу, я говорю, ясно. Да, хорошо звенел. Сейчас подождем, посмотрим. Секи, Андрюха, секи, блядь, уйдет нахуй. Тихо. Что ты материшься-то? Не матерись. А, понял, камера. Ага, есть, взяли. Ушел. Да что ты будешь делать? Ушел, прикинь. Да ты чё? Да. Блин, ребята, хороший был. Ох ты. Да ёшкин кот, а. Ежонок, скорее всего, хороший, блядь. Ребята, ушел. Вон что ушел. Обломал крючок, причем хороший крючок, вот эти мои нормальные крючки. Серый, понял? Понял. Я говорю, ушел, блин, крючок оказывается обломанный, блин. Вот дела, блин. Да. Блин, хороший был. Хороший. Резко потянул, блин. Серый, неси это все барахло. Где? Она, вот. Хорошая рыба была, Если ребята. он настолько хитрый, то, думаю, вряд ли он сегодня уже клюнет, потому что укололся. Так там крючок сломала. Так Я просто взял. Тык. Я говорю, ушел. А там крючок сломался, охренеть. Там реально дьявол был, ребята. Яма заработала. Вот эта крайняя донка. Она вчера вообще нифига не клювала. Сегодня вот она, пожалуйста. 2 поклевки и, блин, ломаный крючок. Крючки вроде вообще отличные, блин. Всегда в них уверен был. Ломануло. Может где-то что-то как-то слабенький. Хрен знает, блин. Вы, ребят, постоянно спрашиваете, ну, вот, один гость, второй гость, кто такой, и, в общем, никогда ничего не рассказываешь, и никто не приветствуется. Сейчас возьмем интервью у Сереги, ребята. Вообще расскажет, кто он вообще есть, как живет, чем дышит и чем вообще, как бы, ну, почему он здесь вообще на самом деле. Я думаю, это будет всем интересно, правильно, потому что, ну, я думаю, здесь не каждый окажется вот рядом со мной, вот в этом кресле. Потому что я не со всеми поеду, это в любом случае. Сейчас спросим у Сереги, почему он здесь нас нарисовался, блядь. Ну что, Серый, рассказывай, колись. Как ты вообще сюда приехал, блин? 400 верст протопал и вообще не первый раз здесь нарисовался вообще. Откуда вообще меня узнал и в общем как? Во-первых, я изначально просмотрел YouTube и заинтересовал канал Дрюня Коми 11, потому что они с нами соседи. Ну, а так как я люблю, не просто люблю, а обожаю рыбачить на налима. А знаю, что чем севернее, там тем налимы и крупнее, и его больше. Я решил, как говорится, с этим человеком переписаться, познакомиться туда-сюда. Ну, ВКонтакте мы нашлись друг с другом. Вот. Хотел 1 год приехать, как говорится, ну, обстоятельства то у Андрея, то у меня не срасталось. 2-й год, короче, на 3-й год я все-таки сюда приехал. Съездили на рыбалку. Природа шикарная. Погода, ну, на любителя. Кому-то, может, это холодно, дождь, ветер. Ну, я еще раз повторюсь, что это на любителя. Это не каждый на такое способен, что приехать там на 3-4 ночи, допустим, на лесную речку, где тебе по-русски говорится неудобств, и согрешься ты только, допустим, у костра или у печки. Порыбачил, отдохнул, с человеком познакомился. Все отлично. В следующий раз я уже сюда поехал зимой 21 года. Опять же, приехал, порыбачили, все душевно. Палаточка, печечка. Короче,
просто все обалденно. Рыбки наловили, все, рыбки покушали со всеми, как говорится, атрибутами. Все замечательно. Сейчас вот я приехал уже сюда в 3-й раз. И скажу вам, сколько бы я сюда раз не приезжал, это новое впечатление, это новая рыбалка, это новое знакомство. Просто путешествуйте и знакомьтесь с людьми. И будет вам радость и удача. Ну что, прогулочка, ребята, по нашей набережной. Две поклевки получается. Вот рядом яма сегодня работает. Но тут ничего, тишина. Так, перезакинемся, пройдемся. Ну, Серега, слышишь, лампочки горят. Вторые сутки вообще не включаемо. Все нормально, видно их. Ну да, все четко, классно видно. Да. Сегодня, ребят, нет такого выхода вечернего, как вчера. Вчера вечером звенели колокольчики. А сегодня у нас никак. Сергей Витальевич, все четко. Да. Сегодня прям вообще никак. Или будет позже, или вообще не будет выхода. Видишь, как попадешь. Вот реально, видишь. Вот вчера приехали, да, ну, грубо говоря, отрыбачили. Ну что, поймали? Поймали. 7 штучек поймали. Как будто бы налим гулял. А сегодня посидели. Никак. Что, поймали? Нет, ни одного не клюет. И вот и думай. Попадешь ты, не попадешь под налима. Ребята, опять кормилицы кормят. Вот как у кормильца. Я тебе о чем и говорю, Серега. Вот тебе, пожалуйста. Яму если заполонит, вот такой будет каприз. Вот. Килограмм листа заказывал. Какой хочешь? Сиреневый, Да. бархатный. Вот. Бархатный сезон, блядь. Блин, ребята, яму все листом забило. Не знаю, будем доставать налима здесь. Опа. Вон просто это было на крючке. Да уж. Это было на крючке. Все забивает. Видишь, он уже черный, под водой уже. Ага. Ну вот, ребятки. Дровишки в избушку. Опа, наши. Дровишки в избушку. Протопим печурку. Серый, наколи, пожалуйста. Дров? Ну, намельчи. Понял. Намельчи-ка, пожалуйста. Подпалим. Пускай топится. Ну. О, спасибо. Вон он, малыш, хватит. Сергей Витальевич. Давай, давай. Ну, нормально. Покрупнее, ребята. Покрупнее, чтобы ночью просто не заморачиваться. Они все равно получше идут.
Ну все, братцы. Так, хата у нас готова. Нифига, ребят, запорошено у нас, смотрите. Вот знаете, как будто снегом. А это листвой. Это вот так падало. И все катилось. И смотрите, вот так вся юбка. Вся юбочка. Все, Андрюха, все, домик отапливается. Решили, ребята, мы с Сергеем Витальевичем супчика похавать. Ну, жиденького за 2 дня-то точно нужно. Картошка, тушенка и бич-пакеты. Вот такой суп и будет. А что, нормальный суп? Специи вон, любых всяких вкусов. Погнали. Серега привез такую. Че, картоха чистенькую или как она называется? Ну, овощечистка. Овощечистка, да? Да. Че, нормальная штука? Замечательная штука. Че, прям вообще в миллиметр? Да? Смотри сами, что тебе рассказывать. Сам же ведь видишь. Ну, вижу, да. Ну, не знаю, что, прикольно. Я просто ножом постоянно чищу. Вот интересно. Каждому свое. Я вот такой штукой чищу. Да? Понял. Помидорку дал суп? Не, в этот суп не надо помидорку. Да, братцы, вот так и дежурим в тайге и готовим что-нибудь себе вкусненького. Огоньку добавим. Зажарочка, ребята. Много лука, много морковки. Будет супец такой луково-морковный. А что нет, да? Я думаю, да. Тем более все свое, все домашнее. Шикарно. Ах, красота. О. Пошел картофан, ребята. Картофан на костерке. А супчик вообще в общем на костерке. Лучок, ребята, зажарился. Пошел тушничок. Чтобы одну картошку не зачистили. Так, Первый снаряд. грамм батал. Второй снаряд. Ну все, ребята, такой быстренький супчик у нас готов. Сергей Витальевич снимает с плиты. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой, ставь. Сергей Витальевич, ставь. О. Все, ребятки. Быстрый. Картошка, морковка, лук и много-много-много мяса. Сегодня у нас будет на поздний ужин. Играть, пожалуйста, да? Угу. О, Серега, смотри, какая штука. Картофан. А, хорош. Как в самых лучших домах Лондона и Парижа. Сейчас еще майонезика закинем. Да. Отлично. Ребятки, ключевой момент. Серый. Зачетно. Мы не болеем от коронавируса, ребята.
вам тоже об этом говорим. Кушаем перец, пьем немножко водочки. Ну и в общем, дышим свежим воздухом на природе. Да, поэтому здоровы, бодры и веселы. Да, ребят, почаще выезжайте, кстати, на воздух. Сейчас такая скотина, блин, зараза, приедается. У нас тоже в деревне, ребят, это уже случаев очень много. В концов, я не знаю, я не верю, я не прививался, я не знаю. И не буду прививаться. По мне так. А каждому свое, каждый верит в свои способности и каждый верит в свое здоровье. А кому-то навязывать это... Скажут, а что ты мне навязываешь? Я сделал прививку, а заболел. А потом, ты же виноват. Да нет, пожалуйста. Хотите, делайте прививку. Не хотите, пейте водку, кушайте перец, кушайте хорошо сваренный вкусный суп и будете... забыл. Почаще бывайте на рыбалке, на природе. И здоровье будет с вами. Ну да. Вообще без хлеба. Все, Викторович, ты покажу, устал, бля. Не устал. А? Сергей Витальевич. Налимник клюет. Ребята, Налимник добрый клюет. вечер. Как видел, не ловится, не растет кокос, бля. Да, не кокос. 12 часов, ребята. Вообще тишина у нас галимая просто полностью. Завариваем уже третью кружку. Остается какой вариант? Сходить проверить закидушки, домки, завалив спать. Раз такая канитель, блядь. Отдыхай, да? Да? Ну, что? Ну, просидим мы до утра, а если выхода не будет, то что? Ну вот, да. И не выспимся, и завтра будем как разбитые калоши. Согласен, Сергей Витальевич. Но... Или разбитая корыта, или разбитая это. Ну, знаешь, короче, будем никакие, блядь. ну, знаешь, что рыбак на все надеется и на лучшее. И сегодня, через час, через полчаса выйдет А ты понимаешь, эта рыба. ты помнишь, как Она выйдет, ребята. старик ловил золотую рыбку-то? А, ну да, было дело. Ведь Ну, поймал, нет, подожди. ведь поймал Закинул дед невод и достал Нет, он так его я пустым, говорю, да? самое-то главное, по-моему, поймал рыбку-то. Золотую. А к чему это его привело-то? Чему привело? Тут, знаешь, сколько сейчас басни, сколько этих приколов слышишь на эту золотую рыбку. Бабка там его наела Да. и так далее и тому подобное. Там столько вообще... Бабка его отымела, блядь. Да. Там столько вообще... А дед был как в лаптях, блядь, так в лаптях и остался. На. Слышишь, ну мы хоть хотя бы в лаптях, но при своих будем, слышишь, братан? Понимаешь? Да. Так что, Сергей Витальевич, это стихия, понимаешь, ее надо покорять, ее надо изучать постоянно. И ты только поймешь все эти моменты, все эти истинные моменты, вот каждый момент истины, когда ты будешь находиться только здесь, на природе, в одного, ну вообще, ты будешь жить здесь, ну и только ты тогда поймешь это все. Ты поймешь в дождь, поймешь в пругу, в град, в слякоть, в ветер южный, восточный, северный и так далее. Ну, Без чё, костра с костром. Во все ветра бывал, блядь. Я тебе говорю, только тогда ты поймешь всю эту истину. И дожди, и снега, я круглый год на рыбалку тоже. Только тогда ты поймешь. Все равно, Сергей Витальевич, все равно, блядь. Сергей Витальевич, блядь. все равно ты ее до конца никогда не изучишь. Не, никогда не изучишь. Это природа. Я говорю, Ее невозможно изучить. ее невозможно понять. Ты можешь только, конечно, приноровиться к ней. Примерно хотя бы что-то понимать, Подстроиться. но подстроиться. Но полностью ты не сможешь. Тем более на севере. Потому что сейчас идет дождь, через полчаса идет минус и сразу снег. И тут ты просто сразу обломаешься нахрен.
А тут или бывает солнце, а потом идет жара и ну, всякое разное. Гнус тебе поднесет так, что ты, блин, просто убежишь отсюда. Ее никак не можно Ну, изучить. мошка ядовита. Верно, Сергей Витальевич. Точно. Точно так. Андрей Викторович. Кто-то есть. Что, подсачек? Да нет, так достанем. Так. Так, ребята, есть налим? На закидушечки-то. Вот, идет. Идет, да? Да, у нее хороший, смотри. Нет, ну. Ага. О, смотри. Пойдет. О. Ну вот, ребятки, что. Закидушечка стрельнула. Килограмм налим. Килограмм налим, ребята. А так все что-то мимо, мимо, мимо. Ну вот миляк вообще не работает. А бывает, ребят, яма не работает, а миляк работает. А сегодня вообще ноль. Ну, первый налим сегодня. Килограмм такой, более-менее. Ковер, ребят, листвы. Ах, красота. Просто, ребята, находиться в тайге, даже не по рыбалке, вот Серега тоже балдеет. Я не знаю, что вам сказать. Надо просто, ребята, жить, пробовать. Просто ночевать в лесу. Ну, тогда вообще поймете, конечно. Всю эту движуху, весь кайф этот. Хрен знает. Необъяснимо. Я просто, может, настолько больной, что сейчас всякого разного наговорю. Ну, в целом, кто на связи, ребят, тот поймет меня. А так пока проверочка. Ну что, братцы, добрый вечер. Серега, добрый вечер. Добрый вечер. Всем привет. Так, ребят, ну что, мы в нашей избушке 4×4, 16 квадратов у нас в тайге, ребята. Времечки у нас, ребята, уже поздние. Сегодня у нас налима вообще никак не идет. Ага, надо поставить на зарядочку. Что, сейчас одного выдернули, да? Да, одно такое грамм на 600 выдернул. Да, и все, ребята, вообще в ноль. Короче, ну что, решили не сидеть, не мерзнуть. В палатке-то вообще по кайфу, конечно, у нас. Сейчас все, вещи распределим. Что на зарядочку, что насушить, что подсушить. Взяли суп, ребята, с собой. Кастрюльку поставили. Взяли тарелочки, чай, затарили полный. В общем, Серега сейчас... Серега, как обычно, сейчас дурака разобью и спать. А завтра он будет посуду мыть. Да, Серый? А Андрюха завтра готовить. Наверное, мы сошлись. Ну, это мы сошлись, короче. Ладно, ребят, что. Ставим сейчас дурака, наверное. Пару партеечек, ступчик, 100 грамм, наверное, и спать. Да, Серый? Ну да, Завтра вечером мудренее, ребята. это точно. Ну, хорошо в тайге живется, ребята. В принципе, не скучаем вообще никак. Второй день, вторая ночь. Первый что, заготовили, Да, все по плану, Серега. супчик приготовили, чайку заварили, Лемей. рыбки подловили. Ну, рыбку подловили, да. Так, в целом, так как будто у нас рыбка-то уже есть. Так что все у нас хорошо. По ведерку-то уже есть рыбка, да. Нормально. Все четко, ребята. Я хожу. Отлично. Ходи. Ну, конечно, хожу. Девяточки. Ходи. Ну, а что? Показал же тебе, сказал. Так я ж что? Я тебе тоже ее и показал. Так я тебе и говорю, тоже ты придется тебе взять, Сергей Витальевич. Понимаешь? Ну да что ты, это мелочи, только начало игры. А ты валета видал, нет?
А ты короля видал? Два лета, говорит, и вот это она. Вот это видал? А вот это видал? Вот и все. Ничего не вернуть. А так казалось, что-то там, да? Я уже не помню. Круга, блин. Ребята, кто знает круга, подпойте, напишите. Вот и все. Запятый мотив. Да. Ах, Мишку не хватает, да, исполнил бы по-любому что-нибудь по красоте. Мы голодные, ребята. Будем суп ночью кушать. Сейчас точно буду брать с собой по-любому. Потому что если они в поселок, блядь, заходят, как себе домой не боятся, так. А ты тут на реку, блядь, пришел к ним в гости на... Здрасте. Гость непрошенный, блядь. А, ну да, мы тебя, конечно, съесть можем. Ну что тут по-любому надо что-то такое брать, что, как говорится, шарахнуть, так что, как говорится, чтобы они бежали подальше и подальше. Чем судьбу-то испытывать так нафиг. Волки это же хищники, ё-моё, что, блядь, тоже с ними шутки доиграть. Тем более в одиночку. Серега, знал бы прикол, жил бы в Сочи. Сам же знаешь, понимаешь? Тут прикуп знать не надо. Ты, Андрюш, здесь живешь годами, блин. Как бы ты здесь жил первый год, понятно. Когда ты здесь всю жизнь прожил, ты уж, как говорится, сам знаешь, что тебя может ожидать в тайге. В этом году вообще, конечно, безобразие, блин, творится вообще. Очень страшно, очень, блин, ну реально небезопасно на самом деле. Я думаю, в этом году какая-то, как говорится, блядь, произойдет. Блин, кого-то порвут точно, блин. Какого-то, блин, старичка или какого-нибудь там, блин, этого. А тут же, ну, многие старички выходят там. Ладно, старичка, а если детей порвут? Во-во, вот это будет вообще просто, блядь. Девочку же у вас в магазин пошла. Да, у нас же был, ребята, случай. Девочка в магазин пошла за шоколадкой, кстати. И все, порвали. Ну, что, много примеров надо. Вообще, это да. Если они в наглую уже ходят в поселок, как себе домой, так надо задуматься уже головой-то, что может их не пора ли истреблять. Ух ты, красота. Что, братва, доброе утро. Смотрите, какая погода у нас. Просто великолепная, охренеть. Вчера такая хмуро, дождь моросил, а сегодня бац и солнце, ребята. Вообще круто. Ну, в общем, что, по традиции, ребята, завтрак, 9 час утра. Завтрак, проверки всех снастей. У нас на одну снасть стало больше, это продольник. Ну, живем в лесу, ребят, рыбалка. Сегодня, возможно, ребят, приедут у нас Илюха в гости к нам на пару дней. Ну, не знаю, получится у него, не получится, как бы, в общем, возможно, приедет Илюха. Выйдем на связь, поедем туда вниз, там есть связь, выйдем, созвонимся, если да, то будем встречать его. Поедем в деревню, он на машине допрет. Будем забирать его из деревни, не с поселка, с откуда подниматься, с деревни. В общем, Серега, как настроение? Прекрасно. Погода, да? Погода шепчет. Вообще, просто бомба, блин. Вообще. Конечно, это прям, не знаю, это прям под тебя, слышь, стелит. Смотри, ни единого облачка, понял? Да, Просто, вообще класс. просто бомба. Ладно. Сергей Витальевич, что у нас на завтрак сегодня? Картошка с колбаской, помидоркой, с яичками. Угу. Прям такой насыщенный, да, завтрак будет? Да, покушать, так чтоб мусор. И ездить туда, ездить сюда. Согласен. В Ну, общем, понял. ребята,
Пока Серега готовит завтрак, начну ее проверять. Вчера вообще выхода не было, ребят. Вот погода, походу, менялась. И ни хрена. Что это снесло так, блин. Как и обещал, взял кукурузу. Попробую сегодня на кукурузу. Ну, на день поставить. Все же поэффективнее, я думаю, будет, чем червь. Вода, ребята, еще походу падает. Еще падает вода. Это, конечно, труба, блин. Погода, конечно, ребята, ох, благодать. И прям вот так безобразно насажу полный крючок ради интереса. Вот так. Может, то и реально попадется. Это, ребят, стянул вообще. Этой прям закидушкой поймал ее, блин. Что-то какие-то непонятки. Ну, там какая-то рыбка, ребята. Подъязок, ребят, мелкий. Но я вот про то и говорю, что... Да, вообще голавлик, ребята. Прости, друг, ну пойдешь на нарезку. Сегодня мы на рыбалке. Так, отпустил бы тебя. Голавлик, ребята. Пошелся. Перезарядился. Сергей Витальевич что-то такую красоту заготовил. О, как запеканка, да, типа? Еще сыра бы сверху. И было бы вообще огонь. Завтракаем, ребята, и поедем на проверки. Хлеба. Отходим, ребята, в озеро. С другой стороны, Андрюх, бам. Ну с какой сначала, ну с какой? Нет, я же дальше. Какой тебе удобнее? Сам смотри. Можешь с этой стороны. Можешь с той. Окуньки, ребята. Окунючки. Окунючки. Так, Серега, давай. Кидай ведро. Так там этот на живца надо будет. Какая разница, что? Сейчас пакет дам тебе. Так, друзья, ну что, подходим к продольнику. Что у нас и как получилось, будем посмотреть. Здесь, ребята, у нас на червя окунь попался. Ставить его. Оставляем, да. Не держи леску, я тебе говорю еще раз. Не держи. Это, так же засадить под плотник. Пустой. Так зачем ты его достанешь, ты кишки вырвешь у него. Серега, пустой. Давай, доставай живца. Прям здорово, насаживай что-нибудь. Пушка. Ну, насаживай за спину. Ты побыстрее все это делай, потому что здесь тоже я и держусь. Нас и тащат. Что там насадил, блин? Насади нормально. Под спинку его, в аккурат. Как зимой. Так, немножко живая. Траву убери. О, Опа. налим. Смотри, какой хороший. Есть контакт. Взяли. Серега! Взяли. По красоте.
Что тут у нас интересно было? Не помнишь, Серега? Не. Хороший. Вот он, ребята, мусик-то наш. Черный, ямочный. Смотри, Серега. По красоте. Давай, орудуй. Выпускай. Отцепляй, выпускай. Червей или рыбу? А посмотрим. Давай что-нибудь. Там рыба у нас идет, Серега. Шевелись давай. А? Быстрее делай все это. Рыба. Лодку еще разворачивает, блин. Щука, слышишь, здоровая. Щука здоровая вообще. Ну-ка, ну что ты делаешь, блин? Щука, смотри. Давай с этой стороны. Смотри, там ясь попался, на язя хапнула, понял? Головля. Ха-ха, Серега! Смотри, там какой головоль, здоровый. Ребята, смотрите. Попался головоль. Вон хвостяра торчит. И эта дурюнда его хапнула, сожрала, блин. Дай-ка отцеплю, наверное. Поводок. Поводки-то есть? Нет, я же тебе сказал, замены нету. Блин. Что ж ты не взял, у тебя же поводком оставалось. Ну куда ты залезку-то тащишь, бля? Всё. Куда залезку тащишь, говорю, бля? Ребята, смотрите, вы такой кадр видали когда-нибудь, нет? Головоль-то, смотри какой. Килограммовый, наверное. Достань, Серега. Иди сейчас, зацеплю его за хвост. Да рот просто открой. Рот открой, так не откроешь. Аккуратно. Смотри, какой головоль. Ребята, охренеть, видали? Вот она. Мамка-то, блин. Да, немножко нормально, в порядке. Пустой, серый. Что-то насаживать надо. Чё? Насаживать что-нибудь. Сам нахрен садим, да и сидят они, как говорится. О, такого? Или А такого? вон на кунька ставь. Живец, конечно, ребята, не живец. Окуни здоровые. Ну что пока делать? Минок пока нету. Минок пока нету. Давай, друг. Зови. Чё? Соединение здесь. А, Да, ребята, достали мы головля. Вот она хотела сожрать его, блин. Чисто повезло. Головль на миногу попался. А щука такая в районе 2,5 начала жрать. Ну, в общем, вот у нас на сеточке немножко. И налим попался килограмма 1,5, наверное. Пошли. Пошли. Бонусы. Да, ребята, осень. Рыба жирует. Хотит к зиме набить желудочек. Килограммовый головль, наверное. Тупо в рот залез. Дела, конечно. Чисто повезло, опять же. Держалась так. На рыбе просто. Зубами засунула себе в рот. А выплюнуть дальше не смогла. Остановились на обрыве. Надо, ребят, запас сделать миножек. Хотя бы 5-6. Мы там поставили таких, что на сетке попались. Красноглазка крупная. Нарезка не работает. Ну, минога. Есть минога. Минога самый классный живец. Самая классная насадка. Сейчас на вечер надо штук 5-6 ковырнуть хотя бы. Есть, ребята. Есть, малышка. нормально, пойдет. Опа. Рвется, блин. Рвется, рвется, ребята. Потихоньку щупаем. Потихоньку щупаем. 7 штучек нашли уже. Маломайские. Вода холодная, они сидят хорошо. Это не летом. Летом бы так не получилось бы. Уже убежали бы все.
процесс-то идет общий. Ведра 2-то уже рыбки есть, наверное. Ну, вообще пойдет. Хорошая рыбка, ребят, всякая. О, отлично. Нормально. Давай посмотрим, что у нас есть вообще. И сообразим нормальный, хороший обед. Есть макароны, майонез. Есть, да. Маконец, есть сыр, пряники. У тебя что там, Серега? Такие вещи. Что-то надо горяченького по-любому. Колбаса, сало, кофе, шпик, Тушенка, да? тушенка кусковая. Что, макароны тогда опять? Есть свинина с фасолью и луком. Ага. Что тогда, давай макароны опять сделаем? Есть у тебя макароны? Есть у тебя макароны? У меня вон пачка есть. Серега. На. Короче, давай. Ты макароны тот раз сделал, мне понравились. Чтоб сделал 2 раза лучше, а я дровами займусь. Ладно. Займемся, ребята, дровишками. Дрова нужны. Дрова нужны. Заправимся как раз. Маслицо. И бензинчику. Ух, ребята, погода шикарная. Красота просто вообще. Октябрь месяц и такое солнце, блин. Листопад, блин, ребята, солнышко, блин, очень здорово. Очень душевно. Серега макароны приготовил. А я, в общем, ребят, немножко там сломала дерево. Вот и в целом как бы сухая ветка была большая. Я вот ее распилякал. Приготовил на ночь дров. Это нам на печку пойдет.
Там, в общем, шиповничек, ребята, растет. Шиповник сейчас соберу. Сварим чаю таежного. На шиповнике, на костре. Почистим рыбку. На ужин сразу приготовлю. В общем, ребят, все отлично. Самоделочка, да? Ну, Кто делал? человек там в городе. Что за металл? Из чего? Не знаешь? Ой, не скажу даже. Что-то то ли подшипник раскатанный, то ли что-то такое. Мгм. Ну что, работяга? Мне нравятся такие ножи, кстати, ну, ничего лишнего и рабочий, главное. Вот, знаешь, некоторые возьмут и там банку не откроют, знаешь, там. Я говорю, так зачем ты тогда носишь такой ножик? Ну, он должен на поясе, он должен и банки вскрывать, я думаю, и там ветки подрубить, там, и лесочку подрезать, и вот сразу же кушать приготовить, чтобы все в одном было. Как бы относительно, я думаю, что вот так. Ну и как бы относительно, что для охотника, что для рыбака нож, это прям, я не знаю, показатель, что ли. Я просто к ножам так отношусь. И всегда вот кто-то ко мне приезжает, или, в общем, кто-то приходит там, и если на поясе какой-то ножик, я говорю, дай посмотреть, потому что мне очень интересно. Ну, в общем, я думаю, это как-то, не знаю, показывает, что ли, человека. Ну, как-то так, что ли. Хороший ножичек, ничего не скажу. Тем более самоделочки, знаешь, они не все плохие. Есть и вот реально прям такие самоделки, которые даст фору любому хорошему там кузинскому ножу, допустим, я тебе имею в виду. А у меня, ребята, Русберовский. Вот, даже в крови немножко пришлось налимую операцию сделать. Енисей. Вот такая моделька. Ссылочка, ребят, в описании на нож и промокод Дрюня 10% на всю, ребята, продукцию ножей от Русберга. Если кому интересно, заходите, заказывайте. Ножи реально неплохие делают. Серега опять сделал, короче, больше тушенки, чем макарон, да? Это, короче, не макароны с тушенкой, это тушенка с макаронами, понял? Нормально, как Вот говорится, так и должно быть, это. как положено. Мужику положено мясо. Согласен. Мне говорит, положено мясо. Положено, жри. Так оно не положено. Не положено, не жри. Машка вышла, да? Угу. Солнышко выглянуло, и Машка сразу проснулась. Сегодня, наверное, ночью будет холодно, мне кажется. Ну что, братцы, обед готов. Макарошки. Угу. Нормал, Серега. Нормально? Да, огонь. И ушли рядом на прудик рыбачий. Жены к нам пришли, с Кичи-Гага поболтали. Приходите завтра, говорит. Ага, хорошо, сейчас идем. И ушли. Усталость, да? Уже ближе к середине, Валяется в сумке с лета еще. Так хоть меньше будет мошки этой, блин. Чаечек, чаечек. Чаечек, чаечек. Пускай.
Так, ребята, ну что, все вроде только покушали. Что-то дровишки попилили, пока туда-сюда, маленькие моменты, там подзаправились, там в палатке там немножко убрали, дров заготовили, поели, чай попили, скипятились, приготовились к вечеру, ну и вот, в принципе, уже, ребята, закат. Та сторона, вот солнышко пробивает, так очень красиво. Сегодня хорошая погода, да, ребят, наверное, думаю, будет мороз. Ездили проверять продольник, выходили на связь, Илюха собирается. Привет, Илюха, на пару дней. В общем, ну как, сколько будем, столько будем. Ну, я думаю, пару ночевок еще будем, то бишь еще 3 ночи, наверное, поживем. Сейчас поедем, тряханем сеточку, 2. И поедем, ребята, пройдемся по продольнику, так как много там было сбито. Были окуни, кстати, попались, но мы их такие оставили заброшенные. Живец работает, ребята. Осенью живец вообще рулит прям. Ну и в общем, копанули миножек. Сколько смогли. Кочек нету, ребята. Все, вот воды, говорю, нету. Вот обрывистые кочки здесь, а потом идет русло. И так маломайский. Плюс обрыв знаменитый, там все там, кто знает эту тему, то копают. В общем, мы тут накопали. Вот они плавают. Такие вещи, ребята, вот такая штука. Ну вот 10 копанули. И вот, в принципе, сейчас какие там пустые у нас поставим. Плюс там на сеточке колавлики попались. Ну, крупные, там по грамм 150-200. Мы их поставили После такого увиденного килограмм голавли щука мы поставили их. Ну так, в целом, я говорю, поменяем, все поставим. И, в общем, как раз уже успеем в темноту. А Илюха должен через час приехать в деревню. Я как раз все проверим, все. И поеду я за ним. Серега будет на лагере ждать нас. Все же, ребята, красиво. Стоит палаточка. Вот такие пейзажи. Блин, круто. Серега одевается. Замерз, серый, да? Правильно. Выплыли в озеро. Воды нету, можно, конечно, и туда дальше заходить. Ну, как-то так. Вот у нас эта сеточка, финочка стоит. Нормально работает. И окуни, и щучка, и все попадается. Сорожка, окунечек. Там еще окунечек. Я говорю, сегодня солнышко было, так рыбка погуляла. Погуляла рыбка, но немножко эту, если что, на живца Серега возьмем. Да? Так, ребят, добрались до продольника. Тоже яму забила листом. В общем, перенасаживаемся. И все будет тип-топ. Все, ребятки, перелопатили продольник. Листа уже снимать, ну что там, понятно. Насадили личинку, миноги, ребята. Поснимали наших живцов якутских, которые оставляли днем вот такого головля. В общем, все, порядок. Быстро. Едем на лагерь, ребята. Костер. Ну вот и дома, ребята. На стояночку приехали. Малиновый закат. Будет мороз, ребят, сегодня. Там Серега мелких
Мелкий сразу. Да, сегодня серый будет мороз, походу. Будет морозик сегодня. Прожектор. Вчера, кстати, забыли выключить его. Вчера забыли выключить, он всю ночь горел, Серега. Да. Ничего, нормально, он. Зарядка есть еще. Нормальный прожектор. В общем, ребята вернулись, развели костер. А я смотрю по времени-то, Илюха должен уже приехать. Договорились там с ним мы на 6. В общем, завел Серегину, погнали. Поеду до деревни за Илюхой. Ну вот, ребята, огоньки уже виднеются. Добрался до деревни. Что-то не вижу Илюхи на берегу, не мигает нифига. Темно уже, ни хрена не видать. Примерно знаю коряги, вот иду так в аккурат. Хрен знает, ребят, Илюхи нету, блин. С тем расчетом как будто должен уже здесь быть. Придется подождать. Ну, здесь должен он быть, а его нет. Место тут лодочки стоят. Кстати, мы куда-сюда приплывали за миножником позавчера. Знакомый у нас тут рыбачок живет. Что-то, блин, как так-то, блин. Время уже 5 минут, а его нету, блин. Как обычно, Илюха может договариваться. Здорово, Илья Владимирович. Здравствуйте. Оставили меня там, на дороге, на асфальте. А, я что и думаю, что-то я подъехал, нет Тут никого. пердолю. Ты что, в этих? В чем ты вообще? Сапоги-то здесь. А, надевай давай сапоги, что. Еще быстрее столько не видел, да? С марта месяца не С видели. марта, да. Почти год. Два добряка встретились, бля. Ага. Нет, рад видеть Серегу, ты что? С хорошими людьми грех Серега, мы 3 дня уже живем. Базара нет. Это... Все, Илюха, грей. Нет, там 2 банки, Илюх. Так я понял уже, что тут На такой этот, люто. я тебе скажу. Что-то тут все в песке, блядь. Все, ребят, повар мой лишний приехал. Все, сейчас тут начнет движуха наводить. Все-то у него все в песке, блядь. Это сегодня Сережа тут руководил, я дровами занимался, бля. Точно, все в песке, блядь. Дрова сегодня опять притаскивал. Сереж, за тебя. Выбрался опять в наши края, молодец. Рад тебя видеть вообще, Андрей Викторович. Дождался, конечно, дождались вы меня, или я дождался того момента, как выехать к вам. Но я скажу, что ну, наконец-то это я удалось мне. Я устал вообще за эти дни. Мощно, давайте, ребят, за вас. Давай будем. Так, братцы, ну что, Илюха приехал. Все отлично. Приехал погостить. Ну, 2 ночевочки-то мы точно еще будем. В общем, вот эти, ребят, дальние закидушки, которые стоят на меляке, я хочу перетащить туда, где у нас клевал налим, в общем. Попробовать там вот так как-то сосредоточиться. Во-первых, очень далеко. Ну, и в-третьих, во-вторых, или в каких там не работает тема. Вот эти еще крайние налимы доставали, а вот эти там точно нет. В общем, я их поставлю поближе. Пускай они рыбачат. Все, ребята. Втроем быстренько сейчас проходим по доночкам. Илюха тоже взял закидухи. Ну, блин, некуда уже ставить. Сейчас, может, туда выше там поставлю. Ну, как-то так. Быстренький обход. Потемнело. Надо ждать. Может, сегодня выйдет налимчик.
Все, ребятки, перезакинулись. Быстренько в 3 часа вообще, но это, блин, милое дело. Илюха тоже подытоживает, говорит, блин, Андрюха, в таком расчетом можно 100 донок обрабатывать. Конечно. Ну что, шеф-повар приехал у меня. Будет кормить, что? За 2 дня прогула, за 3 дня. За 3 дня прогула. В общем, ребят, ухи традиционно, как без ухи, это на рыбалке, блин, тем более рыбу нормально подловили. Сейчас выберем какую-нибудь разную рыбу. Подлещичка, И все? плотвы, подъязика. И сделаем, ребят, ушицы. В общем, все по лбу на костре, на трикножке, с угольком. Ну, короче, нормально. На ужин теперь, ребят, сделаем. 7 часов, начало 8. У нас сегодня мороз. Серега жили 2 ночи, и ну, в целом такого не было. Попадали, получается, первый день тепло было, второй день был ветер очень сильный. Первый день были волки, вторую ночь было спокойно, тепло. Правда, под утро был морозик и дождь. Вот сегодня вот прям ясно, классная погода, и сегодня, походу, будет мороз. Причем даже неплохой. Ну, в целом, в Алтае 4×4 забалдеем. Нормально, места всем хватит. Печурка стоит, все заряжено, дрова готовы. Кстати, ребят, хотел показать личинку миноги, вот серые, да, есть белые, глазастые, вот они присасываются. Вот они, ребят, смотрите. Вот такие штуковины. И она очень сильно присасывается, у нее уже и зубы. Одна осталась. Зубами, да? Да, белая, Илюха. Вон белую, давно смотрел белую, не? Ну-ка дай покажу. Вон беленькая. Вон, ребята, такие вот попадаются тоже интересные чудовища. Так, для ухи, ребята, нам понадобится. Нам понадобится. Вот такая сорога. Раз. Вот такая сорога, говорит, раз. Тихо, тихо, матушка. Ладно. Потом что? Так, потом что? Щучка это, ладно, домой возьмем. Голавлик крупный. Щучка. Ладно, домой. Блин, столько рыбы, что хрен знает, что я даже выбрать. Щучка домой. Наверное, окунек пойдет. И подлещик, наверное, ребята. О, голавлик пойдет. В общем, ребята, 3 сороги, 2 и голавлик. Сергей Витальевич, вручаю в руки. Все занимаются своими делами, ребята. На кордоне все в порядке. У нас уставщина, военный режим, то бишь, ну. Уставщина, патриархат, ёпта. Да? Конечно. Все. Мужики рулят. Вот как-то так. А кто-то даже рыбу ногтями чистит. Не, тебе, Сергей Витальевич, на печору надо взять, когда каждые 3 часа ведро окуня обрабатываешь. Возьми меня на печору. Да. Ладно, ребят, что у нас? Канитель пошла. Генка-то не набирал? Генка все на связи, молодец он. Что говорит, ждешь? Ждет. Самогонку, говорит, гоню. Лед еще не встал. Страшное, говорит, дело. А где, Илюх, вода? Какая? Котелок набирали же, да? Вот котелок стоит. Ага. Короче, ждет. Приезжайте, говорит. Все, говорит, четко на мазике. Я говорю, ну понял, Геннадьевич. Будем, говорю, нарисуемся, говорю, хрен сотрешь, бля. Уха есть петуха. О, смотри, В корочка. голове ничего нет. Как это? В голове мозги. Вот самый цимус, кула. Вот она, самый цимус.
То есть я могу вот так сделать. Если вы хотите голову, я могу тебе положить голову, Андрюх. Не, это сорная рыба, ничего не надо. Ну, я тебе и говорю, зачем она нужна. Я вообще хочу бульон, Да. Илья Владимирович. Я хочу бульона. Мне вот кружку налейте, вот это. Что, и плавники еще убираешь? Вот это Нет, большое. я просто хвост и голову уберу, чтобы она вот... И рыбу просто разделю вот так вот на две части. Чтобы она была, то есть вот. И все. Кстати, я хотел по поводу ухи поговорить с вами, ребята, и вот вообще, в общем, то, что будем варить. Блин, ну рецептов очень много, Илюха. Какая мы будем? Простая уха, да, получается? У нас Просто. русская. Ну как простая? У нас, ну, то есть как всегда варю я. Вот сколько мы с тобой ездим, мы всегда так едим. То есть Это коми-уха. сперва варятся овощи. То есть потом через минут 5 я сейчас туда положу рыбу. То есть после этой рыбы я просто еще через минут 5-7 я уху эту сниму. То есть она постоит, туда уголек и рюмку водки. То есть она прозрачная, белоснежная и вообще, ну, чистота. Ну, в общем, знаешь, бывают тоже такие фрагменты, то, что типа уха, говорит, это вообще только рыба. У кого-то уха это картошка, только рыба, больше без всякого лука и У морковки. нас морковка, лук. То есть стабильно. Картошка, морковка, лук. Потому что это, во-первых, питательнее, это, во-первых, вкуснее, это, во-первых, калорийнее. Ну, да? конечно, То есть все. То есть мы тут, ладно, если бы мы там Рыба-то- отдыхали где-то, рыба не да, жирная, в во-первых. 2 километрах от дома, да, мы могли и поесть, блин, просто там, ну, просто рыбу, знаешь, там. А, допустим, когда мы находимся здесь на берегу, то есть Нет, относительно нам нужны силы, нам нужна пища. То есть, Нет, я ну, говорю, просто многие готовят, там, допустим, слинка, понимаешь, с харюза. ну, Там же жирная рыба. Конечно, конечно, А нет. тут у нас деревенская это. Нет, пускай они готовят семги уху, что поймал, да сразу нарубил, да приготовил, что там, что говорить-то? Базарев ноль. Там ложка стоит, она остынет. Базаров ноль, да. А тут у нас эта уха хоть холодная, хоть горячая, она все равно Да-да-да. и вылить можно, блядь. Да. У нас, ребята, рыба такая, она ну, реально это не жирная. Ну, это Да, сорная рыба, что там. Ну что, ребята, по традиции. Вот такой уголек пойдет? О, самый то. Серый, прям то, что нужно. Опа, смотри, до краев прям. Тут дозатора нету, короче. Давайте, ребят. Все, Глубже, глубже тебя. Да, доталово его прям туда. О, все. Все, вытаскиваем. Все, ребята, ну теперь, ну, в принципе, на костре сделали, да. Должна быть уха прям божественная. Прям наша. Даже жирок, смотрите, ребята, есть. 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 В этой ухе уже есть жирок. Есть маленький жирок. Так что у нас рыба тоже не маленькая, такая же жирненькая. Все, даем настояться. 5 минут 5 минут. и будем рубать. Кстати, термос Арктика, который вот я использую, вот сеточка такая есть, прикольная. Вообще сильная тема, я тебе скажу. Да. Вообще. Вот полностью заполняем ее на литр 20. Она, да, самое то. Литр 200. Чай да. крепкий получит. Ну, не то, что крепкий, а Да, до талого. хороший. Там уже остатки надо, да, Илюх? Да, больше уже нет. Хочу досыпать. Подожди. Сыпать выкинем. Так, давайте я коммунат долью. Еще сюда в кружку, да? Квачну. Ну, вот такая штучка. Ничего потом не болтается в термосе, классно получается. Все, пришло дело, ребята, пятерочки. Надо было, в принципе, сразу ставить на кухню. Вот, ребята, есть плита простая, есть с переходничком. В концове, ну, надо набрать. Я думаю, вот сразу вот такую. Потому что, ну, доплатишь ты 300-400 рублей. Ну не 300-400, она порядка на рублей. Где-то Не, 1000 дороже. Нет, не 1000, нифига. Ну вот мне сейчас, то есть получилось куш, я выиграл. Тоже вот с таким, на газ-баллон. Все песня вообще. Она даже горит по-другому. Вот открой, сейчас он сделается. Сильно не открывай. Закрой и полоборота, Андрюх. Сейчас, подожди. Оно же вот где добавляться. Сейчас пока пойдет. То сейчас не надо дергать ничего. Сейчас пока пойдет. Сейчас пока пойдет. О, пошла. Все. Все, сейчас он будет уже гореть по-другому абсолютно. Все, я же тебе, Серега, говорил, понял, такого наплыва нету. Да. Ну, в общем,
В общем, Он лучше, он жару больше дает. в общем нормально, нормально идет. Все, Илья Владимирович, мне чисто водички, пожалуйста. С лучком. Ну, с очком можно, да. О, ребята, уха. Уха из петуха, С блин. кабана. Да, еще. Красота. О, все, спасибо, Илья Владимирович. Серег, так давай мы с тобой. Вот этот бульончик. Братцы, Всем приятного. Третья ночь у нас с Серегой. Первая с Илюхой. Ушица. Все классно, ребята. Может, ты ее на сетку бросил? Нет, это моя. Приятного всем. Хлебушек. Не-не-не. Я сегодня по лайтовке, по бульонам. Красота. Лучок чувствуется, все дела. Хорошо. Серый как? Зеленый барни. Что путем? Вкусная. Ой, вообще. Вот так, ребят, должна начинаться рыбалка. Только приехал, сразу уха. Вообще на все готовое. Я вам скажу. Во. Вообще фрейрок подъехал, бля. Нормально он так себя чувствует. Ребята, водочка 5 озер. Туда-сюда. Сейчас смотрите, я боком смотрю. А внутри прям картина. Тайга идет. И лодочка с рыбаком. Живая вода сибирских озер. Хрена вообще круто, блин. Первый раз, ребята, вижу такую тему. Просто обращение не это. Да я как бы и не пил такую водку, как бы особо. Сделано в Сибири. Не обращал внимания. 5.1 уникальная водка из Сибири. Да. Прикольно. Вот это вообще, конечно, супер, блин. Вон Илюха тут попилил. Опа! Держи. Сейчас достанем, ребят, дровишки. Опа. Опа. Серега, забирай. Да. Достаю. Опа. Ну, Илюха где-то тут ляжет, получается. Или он к Сереге. Или ко мне. Да тут место. Куча. Место, ребята, куча. Сегодня только ночью бошки кусали, а уже стоит минус. Реально мороз. Ну все, печурка зашила. Отлично все.
Не жалко. Ну вот, пускай палаточка прогревается, обсыхает. Все отлично. Она райзынькала. Лачуга. Ну нет же. Ну нет же. Блин, что-то неплохое, да. Очень хорошо шло, я тебе говорю, пока не зацепилось. А, смотри. Еттать. Я тебе говорю, еттать, смотри. Чуватка-то нет. Не знаю, может оторвал где-то, не? Нет, очень хорошо шло. Очень хорошо, я прям сразу вот тык, пук, не идет. Пук. Прям по леске чувствовалось. Поводок сюда нужен. Сейчас завяжем. Эти все нормально, гыр. Все перевязал я. Что, отпустим его, да? Или что? Да, навряд ли это получится. Ну, если получится, то отпускай, конечно. Что там, прошли нормально, да, серые? Да, Черви висят. Пускай. Пускай броняга живет. Ох, как рванул. Тут поводок. Есть, греться надо. Ну вот, ребята, налимчики начали выходить. Первого Илюха поймал. Поводок, хрен знает, то ли что, оборвал, то ли что. Сом, говорит, шел килограмма 3. Да, говорит, самый. Нет, там что-то хорошее было. Она прям даже оно сразу, вот я только схватил, она тум, уперлась, все. Тяжело. Потом куда-то, короче, хую. Тык, и пошло полегче. Ну вот. Какое-то движение, ребята, на кордоне. 10:40. Пол 11 какой-то налимчик, ребят, первый. Прошлись, покидали. Ни хрена. Не особо вообще. Все. Ну, первая ночь прям классная была. Такое ожидание, то что налим на точке. Все классно. Третья перемена погоды. Дождь, тепло и сегодня мороз. В концове. Илюха, поводок можешь связать новый, не? Нормально. Сегодня, ребят, костер у нас такой неважный. Топим сухим, полусырым, таким здоровым. Ну, не дрова такие я не люблю. Вот дрова. Вот дровишки, конечно. По красоте. В общем, ребят, не дорассказал. Вот тут такой спуск у нас. Яма. Вот мы тут гоняемся. И вот, в принципе, но в этом году прям тут возможно побаловаться. Прям побаловаться. Илюха, отойди сюда, он ближе. Зачем? Я сюда заебну? Не, Туда заебну. тут закинешь, да? Давай. Короче, ребят, решили вот здесь еще закинуться. Ну, четкое место. Прям вот начало ямы. Держи. Вот тут попробуем с Илюхой еще. Закинем парочку. Пускай стоят. Ну да, аккуратно ветки. Ага. Ну-ка посмотри глубину. Упала, да, только, да? Ну, метров 4 есть, да. Четверочка есть. Огонь. Ну что, ребята, смотрите, поклевка. Поклевочка, блин, у Илюхи. Охрененно. Блин, ну вот только немного перекинули. Попробовали, и вот поклевка. Ага. Бубенчик убери, Илюх, сразу. О, ёбаный, слышь, распрестал, Андрюх. Сачок, А не, так достанешь. не налим. Сюда выводи. Не выведу. Сюда выводи, Илюха. Нет, не выведу, сюда иди.
Да сюда выводи. А наливчик небольшой. Ага. Сейчас запустим его. Только червяков надо. Ага. Вижу. Небольшой. Ну, видал? Сработала точка, блин. Ну вот. Точка-то работает, ребята. Нормально. Я говорю, надо не бояться, ребята, экспериментировать. Залезли в коряги, и вот сразу поклевка. Так, Сереге надо взять курку. Караси тут оставил свои, блин. Так. Ладно, пойдем картоху жарить, ребята. Налим. Такое этот, по-свойски, так вот, бродяга. Ну, такой хорошенький вроде бы. Да О, не, хорош. да нет, они так крутят хвостами. Ну, это хороший. Вон аж куда несет, смотри. Ага. Ну, хороший. О, Хороший. о, вообще. Ребята, смотрите, какой вышел лопатек. Чувствуется, сразу хороший. Вообще пойдет. Блин, ребят, опять кормилица это возле лодочки. Да, добряк вообще, Я ребят. говорю, чувствуется, сразу хороший. Он сразу ведет, но он хвост поперек. Серый, смотри. Какой песчаник, Илюха. Еще добряк. Давай. Краба. Налимятился сегодня. А, ты уже потом налимятился. Второй, уже третий. Мелкий. Хорошенький, ребята. Добрячок. Давай. Иди там отдыхай. С вонючками дай. Дандробена работает. Дандробена дай и таких дай. В свое ведро дандробен насыпь, перемешай с белыми. Вон, ребята, вот эти донки. Вот почему мы сегодня поставили закидушки рядышком. Так как, ну, вот эта точка прям вообще выход, вход. Илюху перемешай. заставил туда поставить. Ты сажаешь белого и дандробену после. И четко получается. Нормально. их Блин, выбираешь, хороший налим, ребят. Я тебе говорю, какая Бродяга. Бродяга хороший. Ну, смотри сам. Да ищи тогда мне дандробен. Нам, наверное, на двоих хватит. Хорош. Так, да, давай уберу. Так, ребят, ну что у нас? Ночь добрая, холодная. Сергей Витальевич подустал, пошел спать. Ну что, в принципе, пускай отдыхает. Само собой, уже третьи сутки как бы на ногах. Надо отдыхать. С Илюхой решили немного поужинать. Что-то у нас что? Ну, рыбка, ушица, что-то. Ну, котелочек небольшой, в принципе, что тут на 3 мисочки. Бам-бам, приготовили. Картофана, ребят, сейчас нажарим. Точно так. Вот. Доночка сейчас брякнула. Илюха достал. В общем, Илюха поставил 2 закидушки туда, вышел вот по коряжнику. Тоже налепчик был. Нормал. Нормал. Короче, что, с Илюхой посидим. Чё, у нас есть что, о чем поговорить с ним по-любому. И, в общем, потом тоже пойдем карты поиграем. Сегодня, наверное, Илюху в дураках оставлю, чтобы завтра посуду мыл. Ну, как бы нормально. Ну, а так в целом, посидим, порыбачим. Времечко сейчас скажу, ребят, даже сам не знаю, сколько времени. О, первый час, ребята. Ну, как раз пару часов, как ты и сказал. Первый час, пару часов еще побьемся. И в палатку пойдем карты играть. Нормально. Тряпку надо иссушить. Ну вот, ребятки, что, дружба, так называется этот сыр. Ну, сегодня я с дружбаном нахожусь. Будем дружить. Будем дружить. Опа. Илья Владимирович, держите, пожалуйста. Бля,
ну сюда бы это, да. Вот грибочка 2-3 белых не помешало. бы Да, вообще. завтра, кстати, сходим, слышишь, маслинков соберем. Отсюда сходим. Да. Завтра дела сделаем. Погода даст, сходим, маслинков соберем. В бурик. Ой, как я тоже хочу снять это все дело. Надо было это кроссовки принести. Сниму, что. Тут нормально будет сейчас. Вот это вот можно обратно одеть. Резина тянет, конечно. Вообще. Белый корик. Ну, козыри пошли, козыри, да? Пизда тебе. Раз. Два. 3. 4. Нету. Крести. На месте, блин. Дураки на месте, да. Дураки на месте, блядь. Дураки на месте, братцы. Забрал нахуй. На погону тебе брать. Хуя, слышь, тебе в квартире. Ты, сука, там под столом смотришь, что ли? Или что, падла? Кроишь, сука, их, а? Что первая, что вторая игра, блядь. Ты, походу, их под столом смотришь. ёпта там, давай, блядь. сейчас картошку пока разогрею, ребята. Да. Доброе утро, ребята. 4-я ночь, ребята. Мы в тайге. Опять встречает солнце, блин, вообще, ну классно, ребят, смотрите. Просыпаешься, и вот как раз утреннее солнышко встречает палаточку. Очень круто. Охренеть, блин. Я просто всем, ребят, не знаю, прям как-то желаю, что ли, вот так просыпаться. Это реально очень приятно. Вчера приехал Илюха, мы вчера немножко гузанули, посидели плотно. Надо раскачиваться, вставать и заниматься делами. Делами рыболовными, таежными. Как-то так. Борзые рябчики. Прилетел, да. Еще ходит, ходит и ходит, смотрит и смотрит. Он, ребята, сидит. Прилетел прям. Ты чё, Петя? На суп, что ли, захотел, блин? Давай, давай. Сел на землю. Ага. Он на земле сидел. Рябчик, ребят, прям в палисадник прилетел. В Илюхе манок. Подманили прям вот под костер, блин. Да. Осень, дурная башка, блин.
Смотрите, ребят, сколько шиповника. В этом году шиповника очень много. Мы хотим подсобрать немножко, чайку заварить. Классный продукт, классный чай получается. Ну и также для здоровья мочегоночка туда-сюда. Вот просто нескончаемое пастбище шиповника. Просто везде здесь растет. На шиповнике сейчас и птицы, и медведи кушают, пока осень. Вот тут смотрю, морозом тоже уже давануло, да? А ему пофигу мороз. Он этот, ну, его даже, я вот зимой собираю его вообще. Не, ну это, Ничего нет, ни листвы, ничего. это понятно. Как Боится мороз. как и клюкве, все равно. Сегодня, кстати, ребят, мороз был. Нормально так прихватило. Блин. Порежь, Илюх. Что, ребята, у нас завтрак. Суп-пюре с фасолью, с тушеночки, с картошечки. Потом там еще заводской какой-то был у нас этот. Пакетик, да. Да. Это говяжий суп. Яйцо, короче, ну, в общем, нормально, ребята. Горячего надо поесть. Всем приятного аппетита. Сергей Витальевич, приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Давайте покушаем и начнем заниматься делами. Как супец? Отлично? Отличный супчик. Отлично. Конечно, отлично. Соль больше? Сыр? Да. Хлеб. Берешь, намазываешь или кладешь. Ты говоришь, намазывай. Да я намазываю. Да ты намазывай. Да я намазываю. Да ты, блядь, сука, не мажешь, ты кладешь, блядь. Вот, братцы, чаечек с шиповником. Сейчас посмотрим цвет. Вот это. Бронза. Сейчас я попробую, ребят. С сгущеночкой, да. Вот такой бублик. Серега привез бублики. Говорят, вкусные. Ну-ка. Да, пускай запариваться. Ну, ему надолго настояться. Долго, я тебе то и говорю. Это так чисто, а вот это Нет, ты чувствую, уже чувствую. Так ты положил вот. Давай, Серега. Поехали, мы проверим. Заплыли в озеро. Вон какая-то рыба даже сразу показывает себя. Будем посмотреть. Подъездочек, ребята. И на него щучка пришла, походу. И на него пришла щучка. Щучка невеличка. Мелкая травянка. Местная озерная. Местная озерная щучка. Ну что, друзья, набрались до продольника. Что покажет он сегодня нам? Может, что-то будет интересное. Посмотрим. Запотела стеклышко. Опачки. Тут течения вообще, Илюх, нету. Ты на середину поставь, чтобы я мог размотать. Ну, я понял тебя сейчас. Перейдем. Ёршик. Ёршик на это попался. А на донку попался, я его насадил. Там и лягушка даже есть у нас. Да? Да, всяко разно. Всяко разно, Илюх.
Кто-то ее потрепал, смотри. Кто-то ее потрепал. Ну, пускай пока стоит, что потом А заменим. не, живая, живая. Устала просто. Так, что говоришь? Посередине, да? Давай, посередине. Ты близко к берегу опять поставил его. Очень близко. Не, нормально. Тебе нравится, в принципе, ты поставил, ты, конечно, все На. равно. Чисти. А Кристи сейчас в руке возьмет. Кажется. Ага, держу. Окунь заглотил на червя, так и висит. Так его и оставил. Никто его пока не хочет кушать. Тут тоже маленький окунек на живца. Такой-то откуда попался? Тоже на дом? На донку, да, попался на закидушке. Собирал живца потихоньку. Немножко. Все нормально. Вот, плотвичка. Поменяй плотву. На что, на миногу? Не, там вот плотву поставь. Большую? Да? Так она в ведре, что ты? Я себе, блядь. Да-да-да. Вот так, как мы сегодня будем. Пока нету, но зато свеженькая, зато телепается. Может, щука какая-нибудь. О, ребята, есть налим. Есть, ребята. Есть налим. И тоже хороший, Илюх. Нужен сачок? Я так достал. Оба! Держи. Есть, на миногу. Минога там есть, поставишь миногу. Килограммовый. Он заглотил, блядь. Килограммовчик. Это живцы такие. Люк, дай тоже чуть, ну, в сторону. Значит, тут надо придется. Подлещика что-то никто не хочет. Чего Есть. где пиндюрила? Вон, вот здесь. Видишь, поводок оторван. Что, поменяем или что? Пока С нет. собой есть? Вон где там, есть же поводки. А, есть палки? Давай. Да, давай. Поставим что-нибудь. Просто, ребята, налим. Ну, такой хорошенький, ну, один всего лишь. Да, что-то вообще, ребят, в этом сезоне как-то плоховато все дело. По налиму. Ну, ловим что? Мы же рыбаки, ребята, вы же сами понимаете. Будем все равно рыбачить. Все, поехали на лагерь. Проехали. Так, родные, ну что, хлопцы поехали минок попробовать посмотреть. Мужичок поднялся, поговорили по рыбалке. Короче, ребят, сверху борик, ну как борик, дорога. Идет дорога, на которую, кстати, мы на Буханке, помните, проезжали, ребят, кто не смотрел, вот. Как раз вот в этом районе мы проезжали. Посмотрим маслят. Может, грибочки будут. Охота что-то грибного какого-то наслаждения. Ну, жареные картохи с грибами, ребят, что там по-русски. Переплыву сейчас, ну и сходим, посмотрим грибочки. Пока денек позволяет, что, время есть. Ведерка, ребята, у нас нету. Ведерка нету. Возьму пакетик. Возьму пакетик и в бой. Вот так, ребята, выглядит наш таборок с этой стороны. Красота. Ну вот, в общем, дорожка проходит. Посмотрим что-нибудь, какого-нибудь масленка. Пока, ребята, зима не наступила. Надо воспользоваться.
Ну а что, это же вкусно очень. Прикольно. Когда в тайге, на рыбалочке, покушать чего-то такого. Прям классно. Не знаю, листа много, конечно. Ну, сейчас что-нибудь глянем. Ага, ребят, смотрите, кто-то прям проверял, резал маслят, которых, походу, я видел. Ну, походу, злодейка Мороз. Злодейка Мороз, ребята, все испортил. Злодейка Мороз все испортил и все замерзло. Все замерзло, ребята. Ну, то бишь, он, видите, почернел просто. Просто почернел. В принципе, тут еще вот белое, ну, червивое. Да. В этом году, конечно, не особо мы с грибами. Ну, покушать-то собрали. Подзаморозил я. Морозилочку подзабил. На зиму хватит, но вот в плане продажи не получилось. Вот, тут и даже тут походил, ребята, охотник какой-то. Резал их. Ох, ребята. Он, блин, ну это чистый. Немножко потемнел от мороза, но чистый. Мороз злодейка, конечно, взял свое уже дело. Чистенький, да. Возьмем его, ребят, что. Может состоится все-таки жаровня сегодня у нас. Может и состоится жаровня. Гуляю в свитере. Красота вообще. Сейчас рябчики, ребята, 3 штуки прямо на дороге сидели. Бегают. Гуляют, любятся. Солнце. Сегодня прям утром прям к костру прилетел один. Вчера глухарь рядом с березой сел. Пока за камерой побежал. Хотел вам показать. Улетел. А эти, да, ну чё, у рябчика сейчас любовь, романтика. Гуляют, они свистят. Тем более такое солнце. Конечно, они подсвистывают прям сегодня. Хорошая охота бы сегодня утром удалась по рябчику. Так. А на опушке стоит. О, чистый, ребята. Чистый масленок. А вот еще тут. О, только эти вообще, ребят, плотные. Можно поковыряться. Только возле ножки поели. Чистенький. О, красавчик вообще, ребят. Отлично. Вот, по сути, ребят, никогда такие грибы не собираю. И не ем. Ну, ох, вообще чистоган. Ну тут так, пока находимся, чтобы скрасить наш рацион, решил подсобрать грязные грибы, ребята. Причем еще вот ихняя слизь долго не отстирывается, ну и не отмывается, руки я имею в виду. Пленочку надо снять будет. Отварим немножко и пожарим. Тем самым, ребята, вышел на Васькин кордон. По дороге здесь заимка у Васька. Избушку на колесах он вывез. Я здесь иной раз воспользовался ионными моментами. Ночую зимой, заезжаю. Да и так в целом мы жили здесь много раз. Вот Васькин кордон. Сейчас немножко покажу. Ну вот, ребята, в целом такая заимочка. Васька приезжает, ставит вагон на колесах и живет здесь, охотится, рыбачит.
На кордоне порядок, Васек, все у тебя тут все ровно. Навес раз. Костровое помещение. Тоже прям здесь навесик сделал. Молодец. У него в прошлом году навес упал от снега. Просто настилом закрылся. Молодец. Ну вот, в общем, здесь ребята тоже живут, охотятся, рыбачат. Ведро, смотрите, ребят, под мусор нормально. Сундук и вон и под продукты. Правда, ничего нету. Ну как-то так. Кордончик такой здесь. Да, ребята, в общем, как бы относительно, вот если кто живет на реке, в лесу, в тайге и рядышком есть какое-то пристанище. Ну, кто знает, в целом, как бы по реке можно, да, будет как-то даже спускаться, ночевать там и вот находиться в таких помещениях, заведениях, как я называю. И нормально существовать. Бывает, обогреться надо, поесть. Всегда на кордонах, на балаганах, на избах есть что-то. Соль. Ах ты, зараза, смотрите, ребята. Я иду, и она идет. Ты что, вообще не боишься, что ли? Подруга. Ух ты. И чё? На, подруга, на. Есть грибочки у меня. На. Ну ты чё, блядь, бандовошка, вообще что ли? Вы чё, вообще бесстрашные, блядь, а? Погоди, давай. Домой. Подошла вот, ну вот как, ребята. О, смотрите, смотрит на меня. Ушастая. Ну что ты, голодная? Ну чё, подруга? Что случилось у тебя? Рассказывай. Что такое? Что? Тебя же охотники застрелят. А? Что случилось у тебя? Что такое? Что такое? Ты нюхаешь? Нету у меня ничего, малышка. Ничего нету тебе дать. Вот, ребят, ну что это такое, смотрите, а? Зверь просто вообще обнаглел. Пофоткать тебе нечем, блин. Я же тебе руками могу поймать. А как там выстрел попадешь? Хвост твой без лезвий отстригут. Попадешься ты тут на кордоне, Ваське. Васька с тобой разговаривать не будет. Пошла давай. Обнаглевшая, блядь. Застрелят тебя, дура. Иду, она на меня идет, ребята. Ну так и живем, блин. Ну а что тут вон, сами видите, что как происходит. Зверь, ребята, и вот волки, да, вот то, что вот я сейчас попадал на волков. Кто смотрел видео, тот понял. А кто не смотрел, посмотрите. Вот он не выйдет никогда на человека. Костер боится там, туда-сюда. Ребята, он с-под фонарей, с будок, с гаражей, где бензин пахнет, волки лопают собак. И настолько они уже привыкли к этому делу, то что в лесу, где они тут живут, когда ты приезжаешь с костром, так он привыкший просто. Он просто привыкший напрочь. Вот так же, вот видите, что. А что она хочет? Делают загонные охоты. Рябой полетел. Рябчик. Что-то там делают, приваду. Вот, ребята, сейчас была встреча мне животным, диким. Лиса, ну это лисенок. Походу, мамка ему не договорила, как надо обращаться с людьми. Вот охотник бы сейчас ружьем, он просто, я думаю, бы стрельнул.
Правда, облезла. Ну, в целом, все равно. Как-то так. Вот мне это, конечно, момент вообще интересен. Также и волки, ребята. Настолько обнагляли, что просто. Вот хрен знает. Они вот просто в упор уже приходят к тебе. До того тайга выбита, реки выбиты, что ну ничего не остается, как идти в поселки и жрать собак. А тут к человеку подойдут, не вопрос вообще. Вообще легко. 21 век. Вот так вот. Чистенькие, ребята. Чистенькие маслята. О. Огонь. Вон еще один, ребята. Под листьями даже не видать. Лист выпал. О, классно. Классно, ребята. Ну все, теперь точно есть жаровня. Будем кушать сегодня на обед грибочки жареные. Ну все, ребята, собрал. Отлично. Так, пришлось пройти немножко. Ну, Васькин кордон посмотрел. Новую обстановочку. Вот лесу увидел. Поругал на нее, блядь. Ну как так-то, че? Наглая. Охотники будут, застрелят ее. Если так себя будет вести. Сейчас она думает, что я ничего ее не тронул. Другой ее заденет, блядь. Рябчиков, ребята, на дороге вообще тьма. Просто тьма. По поводу охоты. Многие спрашивают, Андрюха. Вступаю в ряды туда-сюда. Ребят, я ходил вообще все детство с ружьичкой. Ну как это правило, ну, деревенский парень. Какие разрешения? 20-й нелегалочка, ребята, одностволочка. Я всегда был, на плечо у меня висел кармультук. Ну, с возрастом я начал немножко понимать. И вообще, в общем, уважать природу, так скажем. Потому что, ребят, ну я 5 дней нахожусь здесь. Я вроде деревенский, у меня речка 300 метров, и она текет. Но здесь, ребята, я отдыхаю. По рыбалке как-то сугубо лично, а вот по охоте не жалко, точно не жалко. Ну, какой-то такой момент идет, ребята, что, блин, рыбу как будто ты ее не видишь, она клюнула, ты ее поймал. А здесь он летает, он бегает, он ходит. Не знаю, ребят. Но я собираюсь легализоваться. Во-первых, для обороны с волками непонятки. Потому что вот, ну, 5 дней живешь в лесу, в тайге дикой. И вот всякое разное бывает. Ну и в целом рыбчишку, классика жанра, походить, поохотиться. Будет, ребят, в будущем, будем делаться. Охотникам желаю и, наверное, советую уверенных выстрелов, наверное, и разумных выстрелов. Ребята, не бомбите все подряд. Уважайте тайгу, природу, девочек обязательно. Потому что, вот видите, совсем непонятное сейчас телодвижение. Зверь дурной. И всякий такой неправильный охотник вот возьмет, застрелит не ради там шкуры, не ради мяса, а просто ради того, что у него есть ружье, и оно должно стрелять. Грамотно, ребята, относитесь, все будет четко, все будет отлично. Ну все, ребятки, что? Я на лагере. Будем заниматься грибами. В общем, вот эту пленку, ребят, надо вот так снимать. Снимаем вот эту пленочку полностью. Вот так вот. И вот у нас получается вот такой чистый грибочек. Вот эту пленку убираем. На. Ребята, минок копают. До сих пор нету. Я думаю, что хороший будет результат у них, если так задержались, значит, мне кажется, что все получилось. Сразу же поставим все закинем на миножку. Миножка все-таки это бомбезная наживочка, конечно.
Ну все. Заводим, ребята, баркас. Вот наши грибочки. Все, сейчас просто отвариваем. Не знаю, минут 15-20. И будем жарить. Вон такие красавчики, ребята. Отвариваем и жарим. Хорошие, тверденькие. Да, на вид он несуразный. Ну, это белок, ребята, это гриб. Все-таки. Все-таки это гриб. Так, ну что, с картошкой у нас все в порядке, ребята. Картохи много. Даже есть кабачок еще. Продуктов, короче, достаточно, ребята. Можно еще двигаться и жить. Так, ребят, ну что, хлопцы приплыли. Но говорят, вообще с хорошим результатом. Дофига их, да? О, Там молодцы, еще там ребята. песок насыпал, там их Молодцы. вообще. О, классно. Белые есть глазами. Вообще молодцы, молодцы. Ну что, ребят. И краснобрюхи. Это Илюха Значит- молодец, блядь. Такие кочки наворочил, блядь. Да, Илюха-то у меня всегда молодец, конечно. Ну, значит, что? Значит, будем заряжаться. Посмотрим, что ночка будет. Насадка, ребят, идеальная. Черви возле костра, кстати, оставляли, чтобы не замерзли. Значит, даже и доночки, если что, пошвыряем. Все доночки поставим на миножку, и уже если зазвенит, значит зазвенит. Огонь. Ну, а пока у нас обед. Сегодня обед грибы. Жареная картошка с грибами. Побольше, побольше, не жалей. О, все впитает, все четко. Да, ребятки, красота. Красота, ничего не скажешь. Так, ну что у нас, в общем, фонарь, ага, мой зарядился уже, все. Снимаю. На ночь пойдет. Батареечка зарядилась. Вот использую, ребят, такие батарейки. Аккумуляторы 30 тысяч. Шикарно, шикарно выручает. Ну, на резерве можно стоять неделю-две, вообще без проблем. Вот, не знаю, за 5 дней посадил полностью. Ну, в общем, если, конечно, кто-то там просто рыбачит, то зарядить фонарик, там что-то еще. А мне просто и батареечки на камеры надо заряжать, всякое разное. Вообще классно. И скоростная зарядка такая простая, есть даже выход на iPhone
Type-C выход. В общем, все четко. О! Картоха, ребята, с грибами. Шикарный обед, я думаю. Вообще классно. Ну вот, ребят, что, под такой прекрасный денек у нас картошка с грибами. Вот так вот зажарили маслята с картохой. Сейчас перекусим быстренько, ну и дела начнем заниматься. Продольник, ребята, надо будет выставлять все по нану. Ну, в принципе, ребята все накопали. Вообще классно, миноги вообще куча, это здорово. Покушаем и сам потом посмотрим, что. Всем приятно. Ну-ка я попробую. Что, как получилось? На свой главное попробуйте, может. Ну, огонь. И все достаточно. Нормально? Всё. Угу. Да, отлично. И она постоянно свекла, вареная, борщ, свекла. Я, говорит, этой свеклы столько наелся, говорит, что я, говорит, просто смотреть на эту свеклу, говорит, не могу. Все, говорит, вообще на всю жизнь, говорит, отбила и все. По сей день это, говорит, мне было, говорит, считай, матери Так, было. ребят, ну что, операция дрова. Под вечер надо дров завести на кордон. В общем, съездим сейчас немножко попилим сушин, который по берегам Сысова накидала. Ну и так в целом. Опа. Все. Заводимся. Вот, Илюха, я ее крамкал. Сейчас я ебану. Шашка. Нам этого мало на палатку, нам надо это качать. На костер. Да мы сейчас притащим ту. Вон там еще просто есть. отвяжем. Сейчас еще есть. Нормально. Там еще, там. Сейчас Надо что-то сменить. найдем. Без груза, без всего как взял нахуй, блядь, вообще красиво нахуй. Ну не раздави. А, отойди, блядь. Оба! Вот так вот клево, вот так это нормально. Пилим, грузим. Ну все, подсобрали дров. Серегу там загрузили. Снова очистили на квадратов 20. Да, немножко Реки почистили. Сысова. Давай. Вот так. Валежников и ветровала. Все, поехали. Тебе ведь хуйни никто нахуй не посоветует, что? Ебаться одному лучше ведь. Это на костер, да? Ну, а если... Это жизненная ситуация, Сереж. Это вон сразу туда надо поднимать наверх. Ну где наверх, это что? Вот туда просто положи, наверх там не поднимайся, ну, на каньон. Чурки 3, наверное, 4, хватит, да? Она с этого года, наверное, важновато. Да ничего, такие дрова, блядь. Когда
Домой таки не привожу, ёпта. Раздольничек, ребята, сейчас перетряхнем. Нормально будет. Мы решили, ребят, как есть немножко, поменять у всех живцов. Только у нас попался еще первый день. Так его никто и не поел. Сейчас, короче, ребят, поменяем все это дело. Поставим миножку. Ну что, братцы, еще одна ночь, еще один день, ребята, в тайге. На шикарной, просто шикарной северной погоде. Ужас, вообще сегодня день такой насыщенный, ребят, спокойный, знаете. Ну просто походу устаем, просто я уже лично устаю. 5 дней, ребята, для меня в тайге это уже перебор. Больше не могу, реально, не знаю. Нет, действительно можно, конечно. Если нужно будет, можно. Но так в целом то, что уже все, уже скукота, ребята, уже домой охота. Дочку хочу обнять, жену поцеловать. Дочь в школу ходит, у меня 1 класс. Все равно уже охота ее пощупать, поговорить вообще в целом. Тут что ты без связи сидишь, не созвониться, ничего такого. Не, созвониться можно, в принципе, но я говорю просто относительно того, что я не вижу человечка своего. Приехали на кордон, туда-сюда, пока костерок, что-то. И все, опять темно, ребят. Сегодня у нас корень, ребята. Пилили вот этот корень, который притащили, вот он. Пылает. Сейчас, как обычно, ставим фонарь. Кушать. Идем по донкам работать. Работа такая, как это работа, ребят, все равно. Ну, блин, реально, я не знаю, что. Просто немножко замотался уже. Последняя ночь, ребята, она должна быть королевской в любом случае. Так что будем бодаться. Осенняя рыбалка, ребята, она тяжелая. Поехал на рыбалку отдохнуть, такого здесь нету. Это постоянный канитель, постоянно дрова. Туда-сюда еще вот там продольник стоит, сетка стоит. То бишь надо постоянно двигаться, ездить. Какое-то расстояние. А, блин, время истекает, ребята. И вот 6 час, а уже все. Уже все темно, ребята. Есть миножка у нас. Ставим на миногу сегодня донки. А там будем посмотреть, что получится. Ах, взбодрись, детина. Что ты там раскис, как тряпка. Нормально все. Ну, в целом, просто реально немножко тяжеловато уже. Недосып. Ну, что, спишь там 3-4 часа. Сутки это что это? Сразу, ребята, по алкоголю там не бухаешь там типа туда-сюда и будешь все там в норме. Да мы выпиваем, ребят, на толпу там, ну бутылку нам, господи, бутылочку там выпьешь там за целый день ее там. Такой пьянки прям не было. Вчера Илюха приехал, да, вопросов нету, немножко посидели. А так в целом, говорю, прям не сидим там, вау, не кайфуем. Тут кайфовать некогда, тут она работает. Так что будем настраивать бытовуху. Спасибо, Сергей Витальевич. Пожалуйста, Андрей Викторович. Сергей Витальевич, ты как брат, ты же знаешь. Спасибо, Сергей Витальевич. Ты готов? Ты, блядь, сегодня пальцем обжег, нахуй. Вон, смотри. Раз, 2, 3, 4, 5. Больше показывать больше не надо. 6, 7, 8. Все, просто надо взять, засунуть в теплое место и подержать там, чтобы оно все зажило там, понял? Угу. Так, ребят, ну что, как обычно, процедура. В общем, решили
ставить все на миногу, как она у нас есть. Ну так, что? Да, нет. Ну зато ходить не надо будет. Проверяться. Зазвенело. Серега начинает чистить овощи. Продукты у нас сегодня, ребят, будет на ужин. Ну, почему-то говорю, как будто бы какая-то не новость. Ну, для нас это новость. А что-то новенькое на ужин. Овощного рагу будет. В общем, с Илюхой насаживаемся сейчас. Проверяемся. И все четко. Все отлично. Собака, блин. Собака. Вот, ребята, смотрите, какие белые. Присасываются. Классные. Кусаются так. Ты не бойся, Илюх. Я не боюсь, что мне. Не особо кусаются. Просто присасываются и все. Присасывается, да. Маленькие зубки есть, как у налима. Надрываем губу. А здесь Илюха поставил, получается, за губу. Да, так у них губа крепкая в этих. Зачем-то. А там колокольчик в кармане. Давай. Там 2 штуки. Нет, здесь. От того и от этого. Ага. Все, понял. Все. Ребятки. Будем сегодня пробовать на миногу. Сегодня у нас такой стиль. Хрен знает, может, что будет интересно. А на миножку будет что-то интересно. Полетел. Что на ужин сегодня? Рагу овощное. Серьезно? Андрей Викторович пожелал, да. Знаешь, а потом это коллективно поддержали, короче. Ну То и есть решили добить до овощи. Что не Ну, мерзно? да, конечно, что они. Не пропадать же, домой же не везти, тащить обратно это все. Кабачок, все дела. Лучок, морковка. Сделаем рагу, Давай. помидоры. Вот это будет, я думаю, вкусно, слышишь? Вкусно, конечно. Колбаска есть, колбаску зажарим туда, колбаску. Не, мы туда свининки добавим. Тушеночки. Может, колбаска лучше? Звенигородской, нет? Не, давай колбаски. Ну давай колбаски. Чё. Ну, понял. Ребята, поклевка у нас на дальнем кордоне. У Илюхи здесь в дровах поклевка. Ой-ой-ой. Ёбаный. Сачок. Андрюх, сачок, я тебе Что, говорю. жестко? Так вон, ну смотри, она не идет даже. Стой. Я фрикцион уже затянул. Буду ловить, Илюх. Налим? Или щука? Не налим. Не налим, да? Налим вроде так не дергает никогда. Налим хороший. Ну, хороший, а такой. Ого, вот то и зацепил. Я тебе про то и говорю. Налим. Серега, убавь плитку, вытащи ту донку, а? Вот эту синюю палку. Налим, ребята. Много жива? Немного, да, четко. Все, смотри, по красоте пробило. Отцепи, а то я сейчас эту закину. Ага. Сейчас Синюю палку. сделаем. Ну вот, ребятки. Грамм 800, 900. Миногу хапнул. Заводюга. Привет, давай гостям. Красавчик. Бродяга. Так, ребят. Слушаем. О! Вот так. Петрович, давай, брат. Красава. На миногу хапнул. Да, миногу неси, серый. Так, ребят, достаем налима. Ага. О, там, да, блядь. Далеко, да? Вообще, там не достать, слышь. Даже не видать, короче. Не, ну налим-то хороший, слышь, Илюх. Вот оно туда, блядь. Все отлично.
Ну, вега заготовили. Молодцы. Ребята, доброе утро. Вот и наступил 5-й день, ребята, но это у нас последний. Сегодня у нас бурый. Отвоевали хорош. Выходные обещали дождь. Но вот как раз погодка, ребят, дала. Просто великолепно отрыбачить, пожить в лесу. Это очень здорово, ребята. Что-то вся у берега, ребята. Все у берега. Кто-то был, как будто и слетел. Кто-то был и слетел. Да. Кто-то был и слетел. Утащил прям к берегу. Кто-то был, Серега? Да. Угу. Он прямо у берега стоял, только дернул, отвалился. Какая-то рыба, Серега. Да? Рыба какая-то. На этой тоже сидит какая-то рыба. Вот минога, слышишь? Минога, она делает вещи, конечно. С травой, блин. Приходится доставать. Налим? Налим? Да. Нормальный налим, да? Смотри. Пошли налимы. Никодима. Ну вот, ребята. Насадка, конечно, рулит. Хотя здесь, да, Серега, сколько дней ничего не клювало, да? А на миножку сразу. Сейчас нужна ему другая насадка. Вот. Такой килограмм пойдет. У Люхи тоже хапнул, ребят. Нормальный налим. Илюха, у меня тоже. Зараза, затянул куда-то, еле вытащил. Да? Коряги куда-то, вот здесь, куда занес. Клювали налимы, значит? Клювали налимы? У меня один, короче, возле берега оторвался. Второй вон. Это черный, смотри какой. Ну, ямочный. Ямочный. Красота. Подержи, Серый, пожалуйста. Ну вот, ребята, налим клювал, значит. Но мы спать легли вчера. Что-то вообще, я не знаю. Я так подустал, ребята, говорю, может, в игру посидите. А в итоге много-то есть. Ходить не надо уже. Так, зазвенит, зазвенит. Ну вот, получается, одна, вторая закидушка и 2 рыбы. Илюха тоже там в дровах ставили его на закидушке. Достал. Круто. Очень круто. Рыбы нормально всем хватит. За эти дни наловили разного всякого. Нормально, штука прям.
Да, Лен сегодня выходил, думаю, на продольник будет что. Мне кажется. Ну да. Что весь поворот там. Что-то тут должно быть. Что, ребята, покушали. Едем сниматься. Продольник. Вчера было заряжено на миножку, ребята. Я думаю, будет что-то интересное. Посмотрим. Погода портится, ребята. Выходным обещали дожди. Вот, в общем, все четко. Мы выезжать будем сегодня. Я думаю, не зацепит нас. Ну все, летим. Ну что, добрались. Что интересно он преподнесет нам? Стоять, стоять, стоять. Стоять, стоять, стоять. Что, погнали? Или... Погнали, говорю. Не, потом. Да, поднимемся потом. Чё. Нормально все. Там все нормально. Ага. Ветерок сегодня несет, да. Нормально, смотри. Нормально. Тут что-то нормально. Так, тут грузик с немножкой. О, тут пожрали. Разбили вообще в хлам. Интересно, что тут сегодня? Никто не гулял, что ли? Все на месте. Все на месте. Пустой крючок. Сбили, говорю. Нормально. Нормально. Ух ты. Нормально. Походу пусто, Илья Владимирович. Нету рыбки. Смотри, вот. Пляж сегодня в этом. Сегодня пляж не стрельнул. Здесь ничего. Не всегда получается. Коту масленица. Тут походу рыба. Ух ты. Опа. Есть, есть. Черный. Есть парень. Хороший. Есть контакт. В конце, ребята, хапнул. Не видать. Есть бродяга. Очень глубоко, короче, прям. Так, ребят, ну что, приехали с проверок. Смотали продольный. И такой ветрище, кое-как его смотали. Один налим, ребята. Что-то пару минут покусанных. Пару сбитых, наверное. Все. Ну, все-таки не зря ставили. Получается
3 хороших налима. Щука с головлем. Так, в общем, порадовал ребята продольник осенью. Ну все, ребята на лагере собираются, моют посуду. Я добиваю донки. Сняли сетюшки наши. Все грязные уже, ребята, рыба вообще не идет на нее. Ну, ясь попался что-то там, пару щучек, пару окуней. Озеро все в листве, короче, ну, не то пальто. Да и в общем, налима мы нашли, ребят, свою рыбу мы поймали. Всё, добираю донки. Потихоньку, помаленьку, погода портится. Ну, так и обещали, что будет плохая погода. Ладно. Ну, нет, ребят, походу рыбка. Причем неплохая. Ай-яй-яй, зацепился куда-то. Куда зацепился? Да-да-да, рыба, ребята. Вот еще налим. Немного работает, ребята, по красоте. О, стоит. Черные ямочные налимы. Ну, в эту рыбалку налима мы хорошо половили. Личинка миноги. Рулит, ребята. Крани-то там тоже были. И вот мы не дособирали просто. Огонь. Вот, ребята, третья крайне. Налим. Охренеть. Вот что нужно налиму. Вот что нужно, ребята. На червя кидаешь, толку нету. А здесь живая насадка нужна. Живец нужен налиму. Вот так вот. На обраточку, ребят, бензина заправляем. В общем, покатались мы, не знаю, может, десятку где-то мы спалили. В общем, вот так, ребята, засыпало за 5 дней. За 5 дней засыпало. Да, хороший домик. Приятно мне таких жить. Очень, ребята, удобно. Не знаю, я кайфую от нее, вообще прям кайфую. Места просто куча. Вот смотрите, какая площадь. Как хочешь, так и живи. Ну, ребят, маломайски убрались. Сейчас самое основное подведение итогов за 5 дней рыбалки. Рыбалки по налиму, ребята. И сделаем конкурс, как я обещал, на 60 тысяч. Разыграем якута. Все очень просто. Сейчас немножко формальности, что как будет конкурс, ребят. Ну а в целом давайте посмотрим. Ну и рыбку поделим, конечно, соответственно. По-братски все как должно быть. А это придется полоскать потом. Да, поможем. Бери вот так вот. И сюда еще бери. Оторвется сетка. Ох, так, ребята. да, и вот так. Ох. Пойдет. Поднакидали маломайски. Даже лямки порвались, ребята. Ну вот. Кучка-то бодрая. Есть что-то, ребята. Есть что-то вот в этом районе. Черные. В таком районе. Вот наш живец, которого съела вот эта щука. Сейчас самый крупный взвесим. Извесим, ребята, полностью улов. Огонь. Так. Че, Илюха, сколько, думаешь, щука потянет? Сергей Витальевич. 2700. 2400. 2400, да? А Андрей? Нет, Андрей Викторович сколько дает? 2 килограмма. Ну, видал, 2. Кило 995. Ну, листик. Оп, 2. Листик мало листов принесло, да? 2 килограмма щука, ребят. А теперь взвесь головля, сколько которого она заглотила. А, ну да. Ну-ка, Илюх. Это вот 2-килограммовая щука хавает 820 грамм головля. Понял? Ну, вообще гонят. Так, что, налим, Илюх. Давай взвесим налима. Так, в целом, полторашка, наверное, да? Кило 265. Ну, тут вот, ребята, такие у нас 3 штучки, наверное. Побольше. Вон. И, в общем, сейчас будем делать конкурс. Давай мешок, Серега, грузим. Сейчас Илюха ложит, ты отворачиваешься и говоришь, кому это рыба. Понял? Все, иди
в Киров, туда далеко. Не-не-не, тут как его? Одна. Так, куча без зажигалки. Илья. Окей. Куча с зажигалкой. Все, иди. С сигаретами тебе. Вот получается, это моя, ребята, кучка, это у Илюхи, это у Сереги. Ну и бонус, щучий бонус, 2 килограмма щука Сереги, чтобы этот, Благодарю. чтобы нормально все было. Все, Благодарю. все, без всякого кипиша, без всяких лишних моментов. Ну что, наверное, пришло время попрощаться. Классная рыбалка получилась. Не знаю, что-то поймали, что-то упустили, что-то. Ну, мне в общем понравилось. Серый, как тебе вообще в общем? Все шикарно. Круто? Отдохнул? Отдохнул. Отдохнул душой, устал телом, блядь. Да? Ну да, тут такая штука, что уже немножко устаешь. 5 дней, ребята, на лесу пожили, погода позволила. Приехал Илюха, пару ночей с нами. В общем, красота, ребята. Все, баркасы загружены, будем выезжать. Тяжелый будет спуск. Пока до дому, пока все вещи, и в общем, все. Буду прощаться, ребята. Все. Всем хорошего настроения, счастья, любви. Ну и на связи. Увидимся. Все, ребятки, отходим. Моем ноги. Лодки помыли. Да. Полный баркас, ребята. Так, ну что, греемся. Спасибо местечку, было вот так здорово, приютило нас, отлично.